Одинокий офисный работник средних лет, застрявший в рутине и не видящий перспектив. В обычный рабочий день он выпивает слишком много энергетика, что приводит к обмороку и потере сознания. Этот тревожный инцидент становится для него тревожным звонком, который он так ждал, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Он решает уволиться с работы и оставить прошлую жизнь, переехав в деревню, чтобы стать фермером и жить в непривлекательном домике. Однажды тихим вечером, когда он готовил обед, произошло нечто неожиданное. Он внезапно оказался в огромном незнакомом лесу. Каниши растерялся и занервничал. Он огляделся и увидел скелет древнего рыцаря, в груди которого торчал меч. Ошеломленный и напуганный, Каниши огляделся, пытаясь понять, что происходит, и гадая, как ему выбраться из этой странной ситуации. Затем он вспомнил аниме, которое когда-то смотрел, где главный герой использовал похожую систему, и решил попробовать. К его удивлению появился светящийся экран с информацией о его текущем состоянии. Тогда Каниши понял, что попал в другой мир. Каниши быстро освоился с системой и понял, как она работает. Он обнаружил, что может легко хранить и доставать предметы, и это оказалось очень полезным. Через некоторое время он проголодался, и система предложила ему купить еду и воду, но это было слишком дорого, так как у него не было денег. Он расстроился и не знал, что делать дальше. Вскоре Каниши наткнулся на функцию обмена в системе, которая позволяла ему обменивать ценные предметы на припасы. Но он быстро понимает, что в его окружении нет ничего, что можно было бы обменять. Он снова смотрит на скелет рыцаря и замечает меч, торчащий из его груди. Не имея других вариантов, он решает обменять меч на что-нибудь. Система принимает оружие, и в обмен он получает 2 упаковки молока и немного хлеба. Насытившись, Каниши тратит оставшиеся очки на покупку лопаты. Он аккуратно закапывает останки рыцаря, вознося молитву благодарности за еду и меч, которые помогли ему выжить. Затем он покупает велосипед и отправляется исследовать окрестности, понимая, что ему нужно найти поселение и быстро заработать денег. Остаток дня Каниши собирает предметы и обменивает их на еду и утварь. Когда наступает ночь, он готовит карри, но не успевает насладиться едой, как к нему подкрадывается стая чернобурых лисиц. Он в панике пытается найти выход. Просматривая свою систему, он находит только коробку с фейерверками. Он бросает их в лисиц, но они не срабатывают. В панике он продолжает искать, пока не находит рогатку с неограниченным количеством патронов. Он делает несколько выстрелов, и лисицы убегают. С облегчением, но все еще дрожа, Каниши садится на велосипед и уезжает оттуда так быстро, как только может. На следующее утро Каниши оказывается на опушке леса и готовится к любым испытаниям, которые уготовил ему этот странный новый мир. Решив найти выход, он продолжает исследовать местность. С помощью своей системы он решает купить стремянку и бинокль. Поднявшись по лестнице, он смотрит в бинокль на горизонт и видит вдалеке стены города. Это зрелище вселяет в него надежду. Он думает, что если доберется до города, сможет заработать денег и начать новую жизнь. С новой решимостью Каниши пробирается сквозь густые заросли, стараясь как можно быстрее добраться до города. По пути Каниши доходит до перекрестка и едва не попадает под карету. Карета останавливается прямо перед ним. Ею управляет молодой светловолосый торговец по имени Фаю, которому неловко из-за того, что чуть не произошло несчастье. Увидев, что идет сильный дождь, Фаю предлагает Каниши подвезти его до города бесплатно. Каниши садится в карету и замечает еще одного пассажира. Фаю объясняет, что она просто странствующая бард и попутчица. Пока они едут, Фаю замечает, что одежда и имя Каниши необычные. Ей становится любопытно, и она спрашивает, что привело его в город далее, подозревая, что он не местный. Каниши отмахивается от вопроса, говоря, что едет по делам. Вскоре они подъезжают к городским воротам. Каниши помогает Фаю выгрузить ящики из кареты, а она в благодарность дает ему небольшой мешочек в качестве платы за поездку. Каниши с любопытством открывает мешочек и обнаруживает, что он наполнен перцем. Выражение его лица становится серьезным, когда Фаю предупреждает его, что носить с собой специи опасно. Фаю объясняет, что у синдиката по производству специй есть строгая монополия на них, поэтому рискованно хранить их без нужных связей. Несмотря на предупреждение, Фаю предлагает купить перец у Каниши.
Но Каниши настаивает на том, чтобы подарить его ей. Однако Фаю отказывается, заявляя, что как торговец он рад покупать товары по низкой цене, но ничего не возьмет бесплатно. Отдав Канише 3 серебряные монеты в обмен на перец, Фаю садится в свою повозку и уезжает. Каниши с недоверием смотрит на серебряные монеты. Поняв, сколько они стоят в иенах, он поражен их ценой и чувствует, что ему повезло. Теперь у него есть деньги, и его следующая задача — найти место для ночлега. Он идет в гостиницу, где встречает женщину-администратора по имени Азалия. Она приветствует его и провожает к стойке регистрации, рассказывая о свободных номерах и способах оплаты. После оплаты номера Азалия просит Каниши написать свое имя в гостевой книге. Именно в этот момент он понимает, что не умеет читать и писать на языке этого мира. Смутившись, Каниши объясняет Азалии свою ситуацию. Она внимательно слушает, а затем предупреждает, что гильдия торговцев никогда не примет его в качестве зарегистрированного торговца, если он не умеет читать и писать. Каниши быстро объясняет, что он умеет читать, писать и даже выполнять математические вычисления. Но он признает, что не может этого делать в письменности этой страны. Чтобы проверить его слова, Азалия решает задать ему математический вопрос. К ее удивлению, Каниши легко отвечает на него. Убедившись, что он обладает необходимыми навыками, она помогает ему написать свое имя в книге регистрации гостей. После этого Каниши спрашивает, может ли она научить его читать и писать на языке этой страны, и предлагает ей в награду конфеты. Азалия с радостью соглашается на предложение. Во время разговора Каниши узнает, что страна, в которой он находится, называется Кадан, и что здесь правит король и аристократия. Большую часть ночи Каниши проводит с Азалией, и они выясняют, что язык этой страны не сильно отличается от его родного японского. Азалия лежит на кровати, слегка краснея, и удивляется тому, как быстро Каниши его выучил. Она уверена, что он станет хорошим торговцем. Азалия отдыхает, а Каниши, которому немного скучно, решает нарисовать ее портрет. Когда он показывает ей рисунок, она поражается тому, насколько он похож на нее. Вспомнив, как Каниши был добр к ней, Азалия снова краснеет и нежно притягивает его к себе, чтобы отблагодарить. Позже, в тот же день, Каниши спускается в гильдию, где встречает администратора. Она протягивает ему бланк для регистрации, который нужно заполнить от руки. Сначала он не понимает, почему бланк написан от руки, но потом вспоминает, что в этом мире еще не изобрели печатную машинку. Заполнив все данные, он возвращает бланк администратору, и она его проверяет. Но она говорит, что за регистрацию в гильдии нужно заплатить 1 серебряный, что примерно равно 50 иенам. Эта мысль сильно расстраивает Каниши, потому что у него нет таких денег. Он спрашивает, можно ли платить частями, и администратор соглашается, и он чувствует облегчение. Она дает ему гильдейскую карточку, простой металлический значок с кристаллом в центре. На следующий день Каниши идет на рынок и разговаривает с разными торговцами, чтобы узнать цены на товары и найти выгодные возможности для заработка. Позже, вернувшись в гостиницу, он решает улучшить свое жилье, сделав более удобную кровать. Азалия наблюдает за ним издалека, впечатленная его умением плотничать и тем, как он относится к своей работе. Она продолжает смотреть, как Каниши усердно трудится над своим проектом, и ее внимание привлекают крепкие прищепки для белья, которые он использует. Ей становится любопытно, и она подходит к нему и спрашивает, можно ли ей купить несколько таких прищепок, говоря, что тонкие прищепки, которыми она обычно пользуется, часто ломаются. Ее слова наталкивают Каниши на мысль, и он понимает, что эти прищепки могут стать прибыльным товаром. На следующий день Каниши решает поставить прилавок на местном рынке, чтобы продавать эти прищепки. Рядом с ним стоит прилавок женщины по имени Анама. Вскоре после того, как он открывает свой бизнес, Анама подходит к нему, чтобы купить несколько прищепок. Каниши кажется удивленным ее интересом, но Анама спокойно говорит ему, что нет никаких правил, запрещающих соседям по рынку покупать друг у друга. После этого они знакомятся и начинают общаться. Бизнес Каниши по продаже прищепок быстро становится очень успешным. В первый же день он привлекает постоянный поток покупателей, и Анама, к его радости, благодарит его за увеличение потока клиентов, так как толпа, привлеченная его прилавком, привела и к ней больше покупателей. Позже Каниши подсчитывает свой заработок. К своему удивлению, он обнаруживает, что за один день заработал больше 15 иен, что по местным меркам является значительной суммой.
Это достижение укрепляет его веру в то, что продажа одних только прищепок может обеспечить ему стабильный доход. Как только он заканчивает свои подсчеты, к его прилавку подходит высокий светловолосый мужчина с мечом на поясе, который выглядит очень важным. Мужчина осматривает прилавок и спрашивает, есть ли у Каниши ножи, подходящие для боя. Каниши показывает ему искусно сделанный клинок, который мужчина внимательно осматривает. Хотя это отличное оружие, что-то в нем не так, оно слишком короткое для его нужд. Светловолосый мужчина спрашивает, есть ли у Каниши что-нибудь побольше. Каниши кивает и протягивает ему длинный меч. Мужчина впечатлен, он восхищается качеством и мастерством клинка. Он хочет купить его и спрашивает цену. Каниши называет цену в 1 золотой, но светловолосый мужчина колеблется, явно считая цену слишком высокой. Несмотря на это, он находит меч таким красивым, что не может его не купить. Их разговор внезапно прерывается, когда из ниоткуда появляется фиолетово-волосая девушка-кошка и облизывает лицо Каниши. Каниши, удивленный неожиданным жестом, отшатывается и падает на землю. Заметив его реакцию, светловолосый мужчина молча наблюдает за происходящим, а потом понимает, что Каниши, скорее всего, никогда раньше не видел зверолюдей. Он спокойно объясняет Каниши, что такие существа, как девушка-кошка, это обычное явление в этом мире. Через мгновение появляются еще несколько зверолюдей, которые извиняются за импульсивное поведение своей сестры. Один из них забирается на прилавок Каниши, хватает ткань, которая на нем лежит, и с энтузиазмом заявляет, что они хотят ее купить. Каниши сначала говорит, что ткань не продается, но потом решает, что можно заработать. Он решает продать ткань за 9 медных монет, включая скидку в 1 медную монету. Однако у зверолюдей нет нужной суммы. Каниши заверил их, что все в порядке, и подсчитал причитающуюся им сдачу. Зверолюди смотрят на него с подозрением, не зная, можно ли доверять его расчетам. Как только напряжение нарастает, блондин начинает говорить. Это подтверждает, что расчеты Кеши точны. Удовлетворенные, зверолюди отдают деньги, забирают свою одежду и уходят. Известно, что зверолюди не самые сообразительные, когда дело доходит до расчетов, так что в этом есть смысл. Блондин, впечатленный честностью и изобретательностью Каши, в конце концов решает купить меч. В другом месте города служанка, купившая прищепки для одежды Каши, показывает их своему хозяину. Это примула. Заинтригованная Маргарет спрашивает, можно ли использовать их в особняке, указывая на то, насколько они облегчат работу горничной по дому. Примула с энтузиазмом соглашается и предлагает купить еще на следующий день. Развивая эту идею, она предполагает продавать прищепки через свою собственную компанию, считая их потенциальной золотой жилой. Воодушевленная открывшейся возможностью, она спешит получить разрешение своего отца на осуществление этого плана. В тот вечер Каниши принимал ванну у колодца, мечтая о теплой ванне, но ее еще не изобрели. Он решил, что ему придется сделать ее самому. Осматривая магазин в поисках чего-нибудь, что он мог бы использовать для приготовления горячей ванны, он случайно находит бочку, выставленную на продажу, и намеревается наполнить ее водой и поставить на огонь, чтобы испытать настоящее наслаждение. Снова горячая ванна. Если его идея сработает, он думает, что сможет извлечь из нее какую-то прибыль. Не говоря уже об этом, Каниши извлекает много пользы из своего интернет-магазина, но он понятия не имеет, как это на самом деле работает и как посылки вообще попадают к нему. Честно говоря, это кажется слишком приятным, чтобы быть правдой, и Каниши не может избавиться от беспокойства, что в конечном итоге это может потребовать его душу в качестве оплаты. Хотя его успех с прищепками был обнадеживающим, он поймал себя на том, что размышляет о том, какой новый продукт он мог бы разработать для достижения аналогичных результатов. Однако никаких свежих идей ему в голову не приходит. Расстроенный, он смотрит в потолок, его мысли возвращаются к более важным вопросам. Сейчас нет смысла зацикливаться на этом. Так что Каниши решает покончить с этим и немного поспать. Тем временем в глубине леса скрывается молодая девушка по имени Анимон. На следующий день, когда Каниши готовит свой магазин к предстоящему дню, он решает внести некоторые коррективы в свой инвентарь. Он добавляет несколько украшений к своему ассортименту. Хотя это и не настоящие драгоценные камни высокой ценности, они имеют привлекательный внешний вид, что должно помочь ему получить скромную прибыль. В этот момент приходит вчерашняя горничная Маргарет. Она упоминает, что пришла, чтобы купить еще прищепок у Каниши. Когда он спрашивает, сколько ей нужно прищепок, он озадачен ее просьбой о 100. Однако, поскольку у нее есть деньги наготове, он продолжает сделку. Пока Каниши упаковывает для нее прищепки, внимание Маргарет переключается на украшения, которые он выставил на всеобщее обозрение. Она интересуется, сделаны ли они из настоящих бриллиантов. Каниши объясняет, что украшения сделаны из полированного стекла, но все равно выглядят довольно привлекательно. Затем Маргарет просит его оставить одну из них для нее, чтобы она могла вернуться и купить ее позже.
День продолжается как обычно. Но как только Каниши собирается закрыть магазин, вчерашние зверолюди возвращаются к нему. Они выглядят очень серьезными, и Каниши начинает волноваться, что они могут его избить. Но тут к нему подходит Майли и уверенно говорит, что от него пахнет специями. Остальные зверолюди начинают радостно кричать и просят Каниши продать им специи. Но несмотря на их энтузиазм, Каниши сомневается. Он слышал о синдикате специй и не знает, как они работают и что сделают, если узнают, что он продает специи. Он считает, что это слишком рискованно. Зверолюди продолжают упрашивать его, надеясь, что он сделает исключение. Но местные жители объясняют, что это неразумно просить новичка вроде Каниши рисковать своим бизнесом ради них. Услышав это, зверолюди, кажется, понимают и отступают. Каниши не может продать им специи, но если он просто угостит их ужином, это не будет нарушением правил. Поэтому он приглашает их поужинать с ним, но только в лесу, чтобы не привлекать лишнего внимания. Зверолюди очень рады это слышать. Позже вечером они все встречаются с Каниши и Анамой на окраине города, чтобы начать готовить. Каниши собирается начать готовить, но Анама спрашивает, может ли она помочь. Он просит ее нарезать овощи. Но когда Анама смотрит на овощи, она не может поверить, насколько они яркие и сочные. Каниши объясняет, что он привез их из другой страны, и обещает, что они очень вкусные. Пока Каниши и Анама заняты приготовлением овощей, Майли и остальные зверолюди у реки пытаются наловить рыбы. Вскоре им удается поймать довольно много рыбы. Когда все ингредиенты готовы, Каниши начинает готовить рыбу, приправляет ее специями, а затем кладет в кастрюлю и варит. В результате получается блюдо, которое зверолюди просто обожают. Они никогда раньше не пробовали ничего подобного и очень благодарны за еду. Однако после такого вкусного ужина у них просыпается сильное желание выпить. Анама предупреждает их, чтобы они держали себя в руках, напоминая, что алкоголь стоит довольно дорого. Но Каниши не видит ничего плохого в том, чтобы немного побаловать их. Поэтому он достает бутылку дешевого алкоголя и наливает им несколько стаканов. Взамен он просит их пообещать, что они никому не расскажут о еде, которую он для них приготовил. Анама предупреждает Каниши, что он слишком щедр, но Каниши не видит ничего плохого в том, чтобы позволить зверолюдям повеселиться. Тем более, что они кажутся хорошими людьми. В ту ночь они вместе выпивают, купаются и в конце концов засыпают под звездами. Кажется, Майли теперь по-настоящему нравится Каниши. На следующее утро Каниши возвращается в гостиницу, и Азалия немного расстроена, потому что его не было всю ночь. Каниши пытается объяснить, что он просто гулял с парой зверолюдей за городом. Но, судя по кошачьей шерсти на его куртке, она думает, что Каниши сделал гораздо больше, чем просто гулял, и злится, что он предпочел провести время с кошатницей, а не с ней. Позже, в тот же день, когда Каниши готовится к новому рабочему дню, к нему в магазин заходит Маргарет с Примулой. Каниши на мгновение очарован красотой Примулы, но потом замечает стоящую позади нее Маргарет и понимает, что они, вероятно, пришли купить ожерелье, о котором Маргарет спрашивала накануне. Он достает ожерелье, и Маргарет оплачивает его, а затем передает Примуле, чтобы та осмотрела его. Примула так впечатлена мастерством Каниши, что ей трудно поверить, что ожерелье не сделано из настоящих бриллиантов. Затем она спрашивает Каниши, есть ли у него еще такие же ожерелья. В ответ Каниши достает еще несколько украшений из своей коллекции и показывает их ей. Примула очень впечатлена качеством изделий Каниши, а также тем, что у него есть коробка для хранения. Она просит его об одолжении. Она говорит ему, что она дочь владельца торговой компании Мальва. И если Каниши согласится пойти с ней, она хотела бы познакомить его со своим отцом. Каниши нравится идея познакомиться с владельцем крупной торговой компании, но он не решается встречаться с важными людьми, потому что это может обернуться для него неприятностями. Однако Анама говорит ему, что отец Примулы хорошо известен в городе, и все говорят, что он порядочный человек. Поэтому Каниши не нужно беспокоиться о том, что у него будут проблемы с ним. Поскольку это так, Каниши соглашается пойти с Примулой, и она приглашает его сесть в ее карету, чтобы они могли встретиться с ее отцом. По дороге Примула показывает Каниши несколько копий прищепок, которые она сделала. Хотя деревянная часть была достаточно простой, чтобы ее могли изготовить ремесленники, металлический зажим оказался слишком сложным для них. Каниши понимает, почему они не смогли его сделать, ведь даже он не знает, как именно изготавливаются пружины, он просто знает, что это сложный процесс. В конце концов, они приходят в дом Примулы, и Каниши поражается его огромным размером. Однако Примула спокойно говорит, что по сравнению с домами других дворян в округе ее дом довольно скромный. Они заходят внутрь, и Каниши знакомится с отцом Примулы, Малоу.
Они приветствуют друг друга, и Малоу приглашает Каниши присесть, чтобы они могли начать разговор. Когда Каниши устраивается поудобнее, он показывает Малоу несколько украшений, и Малоу впечатлен не меньше Примулы. Кроме того, Примула говорит ему, что у Каниши есть сундук с предметами, и Малоу находит это интересным, потому что у него тоже есть такой сундук. Именно благодаря своему сундуку с предметами он смог создать свою торговую компанию. Поэтому если использовать его правильно, Каниши может добиться успеха. Но сейчас он просто использует его для хранения своих товаров. Малоу хочет встретиться с Каниши, чтобы обсудить возможность сделать его официальным поставщиком для компании Малоу. Каниши ожидал такого предложения и думает, что план Малоу заключается в том, чтобы продавать товары так, чтобы получать максимальную прибыль. Но Каниши не понимает, почему, если это цель, Малоу просто не покупает товары в его магазине по низкой цене, а потом перепродает их. Хотя Мэллоу мог бы это сделать, он объясняет, что это было бы нечестно по отношению к бизнесу, и если бы Каниши узнал, что они перепродают его товары без разрешения, это бы его расстроило. Кроме того, если бы Мэллоу напрямую обратился к Каниши, это дало бы ему стратегическое преимущество перед конкурентами, которые, скорее всего, попытались бы заключить с ним аналогичную сделку в будущем. Учитывая это, Мао хотел бы начать переговоры о сотрудничестве и предлагает Каниши 50% от розничной цены за его товары. Каниши мог бы добиться более выгодной сделки. Но он и так доволен, потому что уже получает огромную прибыль от своего интернет-магазина. Поэтому он принимает предложение Мэллоу, и они пожимают друг другу руки. Он официально подписывает контракт на поставку, и первые несколько товаров, которые он поставляет Мэллоу, приносят ему более 1 миллиона иен. Однако, когда Примула видит все красивые украшения, которые есть у Каниши, она влюбляется в них и спрашивает отца, может ли она купить их у Каниши для себя. Мэллоу не против, поэтому Примула предлагает заплатить ему 10 золотых монет, что эквивалентно 2 миллионам иен. Впервые с тех пор, как он приехал сюда, у Каниши на счету 8-значная сумма. Поскольку дела у него идут хорошо, Каниши решает, что пора обустраивать свою жизнь и покупает дом в своем магазине. На следующий день он покидает городские стены и отправляется в лес, чтобы найти подходящее место для своего нового дома. Перед тем, как уйти, он рассказал об этом Азалии, чтобы она не волновалась, хотя ей показалось странным, что Каниши добровольно решил жить в опасном лесу, вместо того, чтобы остаться в безопасном городе. Наконец, найдя подходящее место, Каниши купил газонокосилку и начал расчищать территорию. Но вскоре он столкнулся с проблемой. Большинство товаров в его магазине были по разумным ценам, а вот топливо стоило дорого, и это везде так. Каниши решил просто смириться с этим и продолжил работать, пока не расчистил себе путь в лес и обратно. После этого ему нужно было избавиться от деревьев. Он купил бензопилу и начал пилить. После нескольких часов тяжелой работы Каниши наконец распилил несколько деревьев в округе. Осталось только убрать их. Но когда он попытался сложить деревья в свой инвентарь, ничего не вышло. Похоже, деревья были слишком длинными, поэтому ему пришлось достать бензопилу и распилить их на более мелкие части. В итоге он распилил деревья на бревна длиной 10 метров, и теперь они помещались в его инвентарь. Так что с вырубкой деревьев было почти покончено. Осталось только выкорчевать пни. Но это была бы долгая работа, а солнце уже садилось. Поэтому он решил вернуться и закончить завтра. На следующий день Каниши вернулся в лес, чтобы продолжить работу. Но, покопавшись немного в земле, он понимает, что для человека его возраста это слишком сложная задача. Чтобы не рисковать и не повредить спину, он решает купить бульдозер. Но увидев его, он понимает, что потратил 1,2 миллиона иен на тяжелую технику только для того, чтобы не заниматься физическим трудом. Он немного сожалеет о том, что потратил столько денег. Но в то же время мысль о том, что ему не придется напрягаться, заставляет его задуматься, было ли это разумным вложением. Он заводит двигатель бульдозера, но обнаруживает, что он работает на дизеле, а в его магазине дизельное топливо вообще не продается. Это приводит его в панику. Он думает еще немного и понимает, что, возможно, сможет сделать свое собственное дизельное топливо, если смешает керосин с некоторыми добавками. Но когда он собирается попробовать, он понимает, что может испортить двигатель бульдозера, если неправильно рассчитает пропорции смеси. Поэтому, чтобы не рисковать, он решает сначала проверить свою смесь на дизельном генераторе. Заправив его, он пытается включить генератор, и, похоже, все работает нормально, так что он знает, что его самодельное дизельное топливо подойдет для бульдозера.
Он собирается вернуться завтра, чтобы закончить работу. А пока ему нужно что-то сделать с насекомыми. На следующий день он решает зайти в местный магазин магии и купить отпугивающие насекомых магические камни. Когда Каниши заходит в магазин, его встречает владелец и спрашивает, откуда он. Заметив, что он никогда раньше его не видел, Каниши объясняет, что этот иностранец недавно открыл в городе магазин и пришел купить отпугивающие насекомых камни. Волшебник говорит, что камни стоят 3 серебряные монеты, что довольно дорого. Надеясь поторговаться, Каниши предлагает волшебнику 2 апельсина в обмен на скидку. Волшебник никогда раньше не видел апельсинов, поэтому думает, что это редкий и экзотический фрукт, и соглашается сделать скидку из-за такой сделки. Позже, в тот же день, Каниши разговаривает с Анамой, который упоминает, что волшебник невероятно умен и что с ним стоит дружить. Это полная противоположность разыскиваемому преступнику Шаге, чьи портреты развешаны по всему городу. Как лидер известной банды, Шага получил большое вознаграждение за свою голову. Той же ночью он устраивает налет на карету, перевозящую рабов, и все гадают, что он собирается с ними делать. На следующий день Каниши возвращается в лес, чтобы наконец-то воспользоваться своим бульдозером. Он понимает, что не зря потратил деньги, ведь бульдозер намного облегчает работу, и управлять им на удивление весело. Теперь ничто не мешает его мечте жить спокойной жизнью в лесу. Но после покупки бульдозера у него почти закончились деньги, и он пока не может продолжать строительство. Через некоторое время Каниши снова встречает Мальва и Примулу, надеясь продать им соль и сахар с хорошей прибылью. Мальва пробует сахар и впечатлен его качеством. Но, к сожалению, он не может купить его у Каниши. Государство обладает эксклюзивными правами на торговлю сахаром и солью, а это значит, что у Молу будут серьезные проблемы, если он купит их у кого-то без лицензии. Но с другой стороны, драгоценности, которые Каниши продал Малоу раньше, расходятся как горячие пирожки, поэтому Малоу хочет купить еще. На этот раз Каниши продает Малоу еще драгоценностей, и тот получает 15 золотых монет, что примерно равно 3 миллионам иен. С этим новым богатством у Каниши наконец-то появляются деньги, чтобы купить бревенчатый домик, который он присмотрел в своем магазине. Он до сих пор удивляется, что в магазине продаются целые дома, и всего за 1,7 миллиона иен. Это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Но Каниши не упускает такую возможность и покупает бревенчатый домик. К сожалению, домик, похоже, был куплен в Walmart. Как только Каниши его покупает, он оказывается погребен под горой деревянных досок и кучей инструкций, которые он не может понять. Он тратит время, чтобы прочитать их, и, как он и боялся, сборка домика окажется огромной головной болью. Но раз уж он уже заплатил за него, у него нет выбора, кроме как собрать его. Пока Каниши работает над сборкой, мимо проходит тот самый зверочеловек, которому он помог раньше, и в знак благодарности решает помочь ему со сборкой домика. Проходит несколько недель, и Каниши с помощью зверочеловека постепенно продвигается в сборке домика, не прекращая при этом работать в своем киоске. Через месяц тяжелой работы домик наконец-то готов. Каниши знает, что не смог бы построить дом так быстро без помощи лесных жителей, поэтому в знак благодарности устраивает для них барбекю. Но хотя дом уже готов, у Каниши еще много дел. Например, покрасить стены и крышу и провести электричество. На это у него уходит еще месяц. Но когда все готово, дом Кёниши становится полностью автономным. Он строит вокруг дома и фермы забор, а для электричества устанавливает пару солнечных панелей. Когда дом мечты наконец готов, первое, что делает Каниши, это принимает теплую ванну, хотя ему еще нужно разобраться, как провести водопровод в дом, потому что для этого ему пришлось несколько раз ездить на велосипеде, чтобы наполнить ванну. На следующее утро Каниши идет в гостиницу, чтобы сообщить Азалии, что он закончил строить свой лесной дом и больше не будет жить в гостинице. Азалия немного удивлена, потому что не думала, что Каниши серьезно говорил о том, что хочет построить дом в лесу. Но она рада за него и гордится тем, что он достиг своей цели, даже если теперь они будут видеться реже. На следующий день Каниши просыпается в своем доме и, увидев прекрасную погоду, решает отправиться на прогулку и сфотографировать местные цветы. Но его прогулка внезапно прерывается, когда мимо него пролетает стрела, едва не попав в него. Каниши в испуге падает с велосипеда, но обстрел не прекращается, и Каниши прячется за деревом. Оказывается, это была группа новых лесных зверей.
Они объяснили, что охотились и инстинктивно напали на него, приняв за угрозу. Но даже когда они поняли, что Каниши — это человек, построивший хижину в лесу, они все равно остались враждебно настроены и решили его убить. Каниши не понимает, почему эти звери напали на него, но он не собирается сидеть сложа руки и позволять им делать все, что они хотят. Он достает из инвентаря рогатку и стреляет в ответ. Звери, застигнутые врасплох тем, что на вид слабый человек сопротивляется, начинают сомневаться в своих действиях. Когда Каниши начинает кидать в них фейерверки и достает экскаватор, они решают, что им неинтересно выяснять, на что он способен, и быстро убегают. Озадаченный всем этим, Каниши вдруг слышит, как у подножия дерева раненое животное кричит от боли. Бедное создание ранено в ногу и, скорее всего, долго не протянет, если Каниши не поторопится. Каниши осторожно подходит к раненой кошке, но она рычит на него. Очевидно, не доверяя его намерениям, боясь, что его укусят, он тратит немного денег, чтобы купить бронежилет. Но когда он начинает вытаскивать стрелу, кошка едва сопротивляется, похоже, у нее кончились силы. Это значительно облегчает Каниши лечение ран. Он покупает бутылку алкоголя, чтобы продезинфицировать рану, а затем наносит немного мази с антибиотиком. Хотя раны уже обработаны, нет гарантии, что кошка выживет, если ее оставить в дикой природе. Поэтому Каниши решает отнести его домой. Он стелет коту одеяло, чтобы тот мог отдохнуть, но тот не двигается с места, и это начинает беспокоить Каниши. В городе нет ветеринаров. Но Каниши думает, что, может быть, есть какая-то целебная магия, которой он может воспользоваться. Поэтому он решает посоветоваться с волшебником. Выслушав историю Каниши, волшебник догадывается, что найденное им животное, скорее всего, рысь. Но волшебник не видит смысла в том, чтобы лечить ее, и предлагает Каниши просто убить ее и продать мех за хорошую цену. Поняв, что волшебник не поможет, Каниши выходит на улицу. В это время мимо проходит Майли. Она прыгает на Каниши и начинает обнюхивать его. Она чувствует запах рыси и понимает, что это посланник богов, поэтому она очень взволнована и хочет увидеть его. Она идет за Каниши к нему домой, и как только видит рысь, сразу понимает, что ее ранил собачий народ, и клянется отомстить им. Тем временем рыси, кажется, становится лучше, но она все время пытается лизать свою рану. Поэтому Каниши приходится надеть на нее конус. Майли впечатлена тем, как Каниши лечит животных, и спрашивает, не врач ли он. Но он скромно отвечает, что знает только основы первой помощи. Желая отблагодарить Каниши за спасение рыси, Майли выходит на улицу и быстро охотится, чтобы принести ему в подарок немного птичьего мяса. Каниши приготовил его на ужин, и когда они поели, Майли, уставшая, спросила, можно ли ей остаться на ночь. Каниши спросил, не помешает ли это ее работе, но Майли ответила, что сейчас ее больше волнует рысь, чем обязанности. Каниши разрешил ей остаться, но так как у него только одна кровать, Майли предложила спать вместе. Позже той ночью Майли каким-то образом оказалась сверху на Каниши. Через несколько дней кошка выглядела намного здоровее. Каниши решил, что пора заняться фермой. Он мог легко купить саженцы и инструменты, но проблема с водой оставалась. Бегать к реке каждый раз, когда нужно было полить растения, было бы слишком неудобно. Сначала он подумал о том, чтобы построить колодец с насосом, но решил отложить это на потом, потому что был слишком уставшим. Той ночью он лег спать, но проснулся на следующее утро от того, что рысь прыгнула ему на живот. Хотя это было немного больно, Каниши был рад видеть, что рысь полна сил. Уверенный в ее выздоровлении, он снял с нее конус и отпустил обратно в лес. Теперь вернемся к колодцу. Каниши решил несколько дней не работать в магазине, чтобы заняться колодцем. Он пробурил скважину и установил электрический насос. Теперь у него был доступ к свежей воде, когда ему было нужно. Чтобы отпраздновать это, он набрал полную ванну и решил искупаться. Но вдруг услышал, как Примула зовет его. Она удивилась, увидев его здесь. Поэтому Примула объяснила, что он сегодня не открывал свою лавку, и она немного забеспокоилась. А Майли рассказал ей о его доме, и она решила зайти к нему. Она была впечатлена тем, что Каниши смог построить все это сам. Но потом она заметила огромный экскаватор рядом с его домом. Поэтому она спросила его об этом. Каниши не хотел объяснять, как эта штука работает, поэтому просто сказал, что это его фамильяр, чтобы не вдаваться в подробности. Примула ему поверила, но теперь она думает, что Каниши умеет колдовать.
Поэтому он попросил ее никому не рассказывать об этом, когда она вернется домой. В это время городские ворота уже, скорее всего, закрыты. А значит, Примула не сможет вернуться домой. Она это прекрасно понимает. Поэтому она решила остаться у Каниши на ночь. Даже когда Каниши сказал, что у него только одна кровать, она настояла, что это не проблема. Увидев бочку за его спиной, она спросила, для чего она, и Каниши объяснил, что это для горячей ванны. Примула обрадовалась и спросила, можно ли ей попробовать. К вечеру Каниши нагрел воду, и Примула с удовольствием залезла в ванну, наслаждаясь теплом. Но ей стало не по себе, когда она поняла, что находится в лесу. Поэтому она позвала Каниши. Он успокоил ее, сказав, что сидит прямо за стеной. Но Примула сказала, что ей было бы спокойнее, если бы она могла видеть его лицо. После того, как она приняла ванну, Каниши дал ей халат, чтобы она переоделась. Она влюбляется в то, как тепло и уютно здесь, и сразу же спрашивает, можно ли ей купить это у него. Поначалу Каниси говорит, что это не продается, но после ее настойчивых уговоров соглашается продать ей пару халатов. Позже он дает ей ночную рубашку, и Примула поражается разнообразию качественных вещей, которые есть у Каниси. Она уверенно говорит ему, что он мог бы стать величайшим торговцем в королевстве, если бы захотел. Но Каниси объясняет, что у него нет таких амбиций, потому что это привлекло бы нежелательное внимание местной знати и создало бы лишние проблемы. Он хочет жить спокойно и зарабатывать достаточно денег, чтобы ни в чем не нуждаться. Услышав это, Примула обещает сделать все возможное, чтобы помочь ему вести простую и спокойную жизнь. Немного позже они ложатся спать. Но Каниси не хочет повторения того, что случилось с Майли. Поэтому он решает просто купить вторую кровать для Примулы на ночь, чтобы избежать неловких ситуаций. Тем временем в лагере разбойников Шага, похоже, получил задание от кого-то очень важного, и это может привести к неприятностям в будущем. На следующее утро Каниси отвозит Примулу домой. И пока он там, он решает поговорить с Мэллоу о тех халатах, о которых спрашивала Примула. Мэллоу заинтригован странной тканью. Он думает, что это будет хорошо продаваться. И раз уж они об этом заговорили, Каниси предлагает продавать что-нибудь более пикантное. Примуле, похоже, это интересно, но Мэллоу сразу же отказывается от этой идеи. В этот момент в комнату заходит Маргарет с бухгалтерскими книгами, которые просил Мэллоу. Заметив, что Каниша заинтересовалась, Мэллоу объясняет, что он сейчас переписывает старые бухгалтерские книги, потому что в империи недавно ввели новую систему учета продаж – двойную бухгалтерию. Каниша удивлена, ведь двойная бухгалтерия была распространена в Японии. Это напоминает ей о том, что Мэллоу упоминал ранее о быстром развитии империи благодаря изобретениям одного человека. Оказывается, Мэллоу как раз собирался испытать одно из последних изобретений этого человека, которое, к удивлению Каниши, оказалось водяным насосом. Это открытие только усиливает подозрения Каниши, ведь для создания такого продвинутого изобретения, как водяной насос, нужны были предварительные знания. А значит, кто-то из Японии мог быть отправлен в этот мир. Каниша немного волнуется, понимая, что у него может появиться конкурент. В течение следующих нескольких дней Примула иногда навещает Канишу и часто остается у него на ночь. Но сегодня все иначе, завтра она уезжает за припасами и не сможет прийти еще какое-то время. Перед уходом она спрашивает Канишу, осталась ли у него та пикантная ночная рубашка, потому что она хотела бы купить ее у него. Каниша с любопытством спрашивает, не пытается ли она кого-то соблазнить, и, к его удивлению, Примула признается, что она хочет соблазнить его. Каниша застигнут врасплох и не знает, что ответить. Он считает, что такие отношения с Примулой неуместны, особенно учитывая, что он дружит с Мэллоу. И он сомневается, что Мэллоу одобрит, если Примула будет встречаться с мужчиной постарше. Но Примула уверяет его, что уже получила благословение отца, так что это не проблема. Но несмотря на это, Каниша чувствует себя подавленным из-за всего, что происходит в его жизни, и говорит Примуле, что сейчас не готов к отношениям. Он спрашивает, не хочет ли она отложить этот разговор. Примула соглашается, но просит об одном. Она хочет хотя бы раз перед отъездом поспать в одной постели с Канеши, даже если просто рядом с ним. На следующее утро Канеша неожиданно навещает рыцарь, который оказывается тем самым человеком, которому он продал меч. Его зовут Норсбол, и он объясняет, что его отправили расследовать слухи о странном старике, живущем в лесу. Однако, поскольку он уже знаком с Канеши, он уверяет его, что может сообщить, что здесь ничего подозрительного не происходит. Перед уходом Норсбал делится интригующей новостью. В империи есть маг, который изобрел замечательную приправу под названием майонез, и каким-то образом победил с ее помощью дракона.
Каниши сразу же подозревает, что этот таинственный маг тоже из Японии. Учитывая достижения этого человека, Каниша не может не чувствовать себя немного уязвленным. Но он не собирается встречаться с этим парнем в ближайшее время. Так что следующий месяц проходит без проблем. Однажды днем, когда Канеша сидит в своей лавке, он вдруг вспоминает, что скоро должен вернуться караван Примулы с припасами. Поэтому он решает навестить ее позже в тот же день. Но в этот момент на городской площади поднимается шум, и он встает, чтобы посмотреть, что происходит. Оказывается, что на караван напали бандиты. И все, кто был в караване, включая Примулу, попали в плен. Малоу на улице отчаянно умоляет авантюристов помочь спасти его дочь. Но поскольку за этим стоит никто иной, как печально известный разбойник Шага, никто не хочет рисковать и связываться с ним. Учитывая ситуацию, пройдет несколько дней, прежде чем рыцарский орден сможет организовать спасательную операцию. Тем временем Шага и его банда бросают Примулу в клетку. Пока что она цела и невредима, но только потому, что Шага собирается продать ее каким-нибудь развратным дворянам. У нее нет шансов сбежать самостоятельно, и ситуация выглядит безвыходной. Малоу понимает, что Примулу ждет трагическая судьба, и в отчаянии обращается к Канише за помощью. Каниша не годится для сражений. Но, поскольку он очень переживает за Примулу, он решает действовать. Однако у него недостаточно денег, чтобы осуществить свой план. Поэтому он говорит Малоу, что ему нужны деньги на подготовку. Малоу без раздумий отдает ему мешочек с золотыми монетами, готовый отдать Канише все до последней монеты, если это поможет вернуть Примулу. Он сообщает Канише, что база Шаги находится в руинах в 50 километрах к западу от Далии. Это довольно далеко, и Канише придется найти способ туда добраться. Посмотрев на машины в магазине, он решает купить грузовик. Но прежде чем сделать это, он предупреждает всех, что собирается использовать магию призыва, и советует отойти. Затем он начинает нелепое заклинание, чтобы убедить всех, что это настоящая магия. Как только его грузовик появляется, он забирается на крышу и кричит, спрашивая, есть ли желающие присоединиться к нему в бою. За голову Шаоги назначена огромная награда, так что, если им удастся его поймать, они получат огромное вознаграждение. Но, несмотря на заманчивость предложения, никто не выходит вперед, чтобы принять его, потому что Шаога слишком опасен. Каниша начинает беспокоиться, что ему придется справляться с этим в одиночку. Но в этот момент к нему подходит рысь, которую он спас месяц назад. Хотя он не понимает ее языка, он чувствует, что она хочет помочь. Кстати, о кошках, Майле и другие звери тоже выходят вперед, готовые помочь Канише, потому что они все еще в долгу перед ним за все, что он для них сделал. Увидев, что у него есть союзники, готовые сражаться вместе с ним, Каниша успокаивается и начинает готовить их к битве. Он покупает лук для Майли, а ее братьям достаются топоры и несколько мечей. В этот момент он слышит еще один голос, предлагающий помощь, и, посмотрев вниз, видит Норсепу. Каниша чувствует себя увереннее, зная, что к ним присоединится опытный рыцарь. Но он не может не задаваться вопросом, почему Норсепа оказался в городе в полном боевом облачении. Норсепа объясняет, что недавно ему выковали новый меч из стали, которую ему дал Каниша, и он весь день искал возможность испытать его. Захват нескольких бандитов кажется идеальным шансом сделать это. Еще один человек выходит вперед, выражая желание присоединиться, но, к удивлению Каниши, это оказывается владелец магазина магических товаров. Каниши тут же пытается отговорить его, говоря, что это слишком опасно для человека его возраста. Но старик отвечает, что когда-то он был магом, и, несмотря на свой возраст, его огненные заклинания такие же смертоносные, как и раньше. Понимая, что сильный маг на их стороне – это огромное преимущество, Каниши решает взять его с собой. Но тут Анама настаивает, что тоже хочет пойти с ними. Каниши пытается убедить ее остаться, говоря, что от нее в бою не будет никакой пользы. Но она отвечает, что может поддержать морально и готовить еду для группы. Она также уверяет его, что как только начнется бой, она убежит, так что ему не придется беспокоиться о ее защите. В конце концов, Каниши соглашается взять Анаму с собой для моральной поддержки, но тут же отказывается, когда Мала тоже хочет пойти с ними. Он твердо говорит ему оставаться на месте и ждать возвращения Примулы. Каниши снова спрашивает, хочет ли кто-нибудь еще пойти с ними, но остальные боятся встретиться с Шагой.
Один за другим они отступают. Вскоре толпа расходится. Похоже, что им придется справиться с этим испытанием вдевятером. Перед выходом Каниши заходит в гильдию, где официально регистрируется как искатель приключений и официально сообщает, что охотится за наградой за шагу. Затем группа садится в грузовик Кэниши, но когда они выезжают из города, все, кто боится сражаться, начинают насмехаться над ним, потому что думают, что Кэниши просто сбежит с деньгами, которые ему дала Мэллоу. Тем временем в глубине руин открывается камера Примулы, и девушка Шага, которую держат в плену, приносит ей немного еды. Однако Примула быстро понимает, что девушка голодает, и предлагает ей хлеб. Благодарная за доброту Примулы, девушка сразу же начинает есть. Пока она ест, Примула спрашивает ее о некоторых вещах. Она узнает, что девушка тоже здесь в плену, и спрашивает, не хочет ли она сбежать вместе с ней. Девушка была бы рада выбраться отсюда, но она думает, что это невозможно при нынешних обстоятельствах. Однако Примула уверена, что помощь придет к ним очень скоро. Подъехав к базе, Кэниши и остальные решают немного отдохнуть. Когда они заканчивают есть, Кэниши собирает всех, чтобы обсудить план действий. Он предлагает простой план нападения, и группа соглашается, что это хороший вариант. Когда план готов, они занимают свои позиции, и Майли отправляется на разведку. Кэниши поддерживает с ней связь по купленным им рациям. Но чтобы не усложнять, когда Майли спрашивает о них, он просто говорит, что это волшебные устройства, которые позволяют им общаться на больших расстояниях. Теперь, когда Майли выполняет роль разведчика, Кэниши и остальные садятся в грузовик и готовятся к отъезду, оставляя Анаму в безопасности. Поскольку нет уверенности, что они одержат победу, Каниши приказывает Анаме связаться с гильдией искателей приключений, если они не вернутся в течение дня. Ближе к ночи Каниши спрашивает Майли, есть ли новости о бандитах. Из ее наблюдений следует, что они устроили праздник. Большинство из них уже пьяны, и это отличная возможность нанести удар. Незадолго до того, как они нападают, один из зверолюдей привлекает внимание Каниши и протягивает ему орех. Каниши в замешательстве спрашивает, зачем он ему. Зверочеловек объясняет, что это орех, который должен отвлечь его от мысли, что он собирается отнять у кого-то жизнь. Каниши это показалось забавным, и он откусил орех, после чего его накрыло сильнейшее в жизни опьянение. Каниши уже с трудом понимает, что происходит. Но он помнит, что у него есть задание, поэтому садится за руль и как сумасшедший мчится по лесу. В лагере бандитов праздник в самом разгаре. Двое бандитов замечают приближающийся грузовик, и Майли убивает их точными выстрелами в голову. После этого им нужно преодолеть ворота замка. Старик забирается на крышу грузовика и произносит заклинание, которое пробивает дыру в стене. Бандиты в лагере уже настороже. Но уже слишком поздно, Каниши и остальные уже внутри. Поскольку бандиты перед этим много выпили, они пьяны и без доспехов, поэтому их легко убить. Майли и ее братья быстро расправляются с теми, кто оказался в зоне досягаемости. Тем временем Нарсибол выходит из грузовика, горя желанием окропить свой новый меч кровью врагов. Каниши настолько впечатлен силой Норсепа, что отвлекается, и один из бандитов пытается ударить его ножом в спину. К счастью, Бобкат вовремя приходит ему на помощь. Из руин продолжают появляться новые бандиты. Тогда Каниши решает применить тяжелую артиллерию и вызывает свой бульдозер, чтобы раздавить их. Зверолюди продолжают уничтожать бандитов, а Нарсяпл тем временем хвастается своим превосходством. Каниши же крушит все бульдозером, вызывая панику у бандитов. В суматохе он случайно пробивает стену и видит, что внутри находится множество пленников-бандитов, среди которых есть Примула. Он быстро осматривает помещение, но к его ужасу оказывается, что Шага предвидел их попытку спасения и держит Примулу в заложниках на вершине башни. Примула рада, что Каниши пришел ее спасать, но Шага в отчаянии, потому что все его люди погибли. Он думал, что за Примулой в конце концов пришлют отряд, но не ожидал, что они будут настолько сильны. Однако, даже несмотря на это, Шаго все еще считает, что у него есть преимущество. Он приказывает Каниши и остальным немедленно бросить оружие, если они не хотят, чтобы он убил ее на месте. Все колеблются, не желая делать что-то, что может подвергнуть Примулу опасности. Но Каниши не собирается позволять Шаге уйти. Пока Шага отвлекся, Каниши незаметно достает лазерную указку и подает Майли знак, чтобы она выстрелила, как только он даст команду.
Майли понимает сигнал. Каниши направляет лазерную указку в глаз Шаги, чтобы на мгновение ослепить его. В тот же миг, когда Шага от боли выпускает примулу, Майли стреляет и попадает ему прямо в плечо. Не теряя времени, Канеши бежит вверх по лестнице, чтобы увести примулу в безопасное место. Но когда Шага приходит в себя, он готовится напасть на них двоих. К счастью, прежде чем он успевает что-то сделать, рабыня использует какую-то магию, чтобы сбить его с ног. Когда он падает, Майли стреляет ему в голову. Так группа одерживает победу, и примула наконец-то спасена. Первым делом они отправляют Нинджи обратно, чтобы сообщить Анаме хорошие новости. Затем Каниши убирает свои машины и покупает одежду для всех спасенных пленников. Пока все приводят себя в порядок, он замечает маленькую девочку и просит примулу помочь ей помыться. Пока она это делает, он дает ей ножницы, чтобы она подстригла девочке волосы. Примула смотрит на ножницы и сразу же спрашивает Каниши, может ли он продать ей еще, указывая, что они будут очень популярны. Но прежде чем она успевает продолжить, другие женщины быстро напоминают ей, что она совершенно голая, и она смущенно отступает. Когда все одеваются, Каниши подходит к девочке и представляется. Она говорит, что ее зовут Анимон, и у нее есть важное письмо, которое нужно доставить. Письмо раскрывает личность дворянина, который финансировал похищение Шаги, и узнав об этом, Норсбал обещает, что дворянин будет привлечен к ответственности за свои преступления. После этого инцидент наконец-то разрешился, и, похоже, они смогут вернуться в Далию без каких-либо проблем. Но перед этим все устали и решили переночевать, чтобы немного отдохнуть. Утром Канеши отвезет всех обратно в город, где их с нетерпением ждут горожане, желая узнать, удалось ли ему выполнить свою миссию. Когда его грузовик подъезжает к городской площади, Примула быстро выскакивает из него и бросается в объятия отца, радуясь встрече с ним. Пока они обнимаются, взгляд Мальвы падает на платье Примулы, и она замечает, что оно очень красивое. С гордостью она сообщает отцу, что это, конечно, подарил ей его. В этот момент они оба понимают одно. Кстати, о Канеше, Мальва так и не поблагодарила его как следует. Поэтому она подходит к нему и искренне благодарит за то, что он помог вернуть ее дочь. Мальва спрашивает, удалось ли Канеше вернуть все украденные вещи Шаги и его банды. Канеши отвечает, что все вещи он сложил в свой сундук, но содержимое оказалось не совсем таким, как ожидалось. На самом деле в сундуке Канеши лежит коллекция голов. Когда Канеши и остальные возвращались из руин в город, зверолюди сказали ему, что он должен забрать головы всех бандитов. Шага и его банда хорошо известны, а значит, за них назначена большая награда. Однако, чтобы получить награду, Каниши должен предоставить голову Шаги в качестве доказательства его смерти. Но поскольку все эти головы скоро начнут вонять, было бы гораздо удобнее, если бы Каниши мог хранить их в своем инвентаре. Это, без сомнения, одна из самых неприятных задач, с которыми ему пришлось столкнуться. Но у него нет выбора. Итак, он начинает складывать головы в свой инвентарь. Попутно он собирает все, что украли бандиты, включая мешок с сотней золотых монет и несколько ценных предметов. Кроме того, он забирает с собой всех женщин, которых держал в плену Шага, хотя и не знает, что с ними делать. Перед возвращением в город он спросил их, не хотят ли они, чтобы он отвез их обратно в их деревни. Некоторые согласились, желая вернуться домой, но для других ситуация была иной, когда их захватили в плен. Шага сжег их дома и убил их семьи, и им некуда было возвращаться. Понимая их положение, Каниши предложил отвезти их всех с собой в Далию, где у них будет больше шансов начать новую жизнь. Женщины были в восторге от этой идеи. Затем Каниши смотрит на Анимону и спрашивает, знает ли она, где находится ее родной город. Она говорит ему, что ее деревня называется Европа, но она находится довольно далеко отсюда, примерно в 800 километрах, так что дорога туда будет долгой и трудной. Но Каниши готов это сделать, если она хочет. Однако Анимона не хочет возвращаться в эту деревню, потому что ее собственные люди продали ее в рабство. В таком случае Каниши спрашивает ее, не хочет ли она поехать с ним в Далию, и Айн сразу же соглашается. Каниши отвозит женщин по разным адресам, а затем вместе с остальными отправляется в гильдию за наградой. Секретарь гильдии в панике, когда перед ней кладут отрубленную голову. Но это только начало, впереди еще 50. Итак, Каниши начинает доставать их из своего хранилища одну за другой.
У сотрудников гильдии впереди долгая и утомительная работа по осмотру всех этих голов. Тем временем Каниши отходит в сторону, чтобы отдохнуть, пока они занимаются делом. К нему подходит волшебник и предупреждает, что из-за его необычной магии призыва, которая позволяет хранить очень большие предметы, у него могут возникнуть проблемы, если дворяне узнают о нем. Но это еще одна причина, по которой Каниши должен быть осторожен. Кстати, о дворянах Норсбал подходит к Каниши и говорит, что собирается встретиться с местным графом Асклепиусом, чтобы сообщить ему о коррумпированных дворянах, которые тайно поддерживали преступную деятельность Чаги. Так что он сейчас уйдет. Позже, той же ночью, гильдия наконец-то подсчитывает награду, которая составляет 861 золотую монету. Каниши, желая быть справедливым, предлагает разделить ее поровну между всеми. Однако Анама настаивает, что не заслуживает своей доли, так как не участвовала в миссии. Поскольку ее жизнь не была в опасности, она считает, что неправильно было бы получать награду. Но у нее есть небольшая просьба к Каниши. Она спрашивает, может ли он доверить ей Айн, как будто она ее собственная дочь, потому что Айн напоминает ей ее собственную дочь. У Каниши нет причин отказывать ей. Он уверен, что Анама хорошо позаботится об Айн, поэтому он оставляет ее с ребенком и уходит в город. И хотя Анама, конечно, хотела позаботиться об Айн, прошло всего несколько минут, и Айн исчезла. Тем временем, поскольку возвращаться в лес уже поздно, Каниши решает переночевать в гостинице Азалии. Прежде чем зайти внутрь, он оставляет еду для рыси и благодарит ее за то, что она защищала его во время их миссии. Как только он заходит в гостиницу, Азалия сразу же радостно встречает его, она очень рада видеть его после долгой разлуки. Азалия слышала, что Каниши победил большую группу бандитов. Поэтому она с нетерпением спрашивает, правда ли это. Но Каниши быстро отрицает это, не желая привлекать лишнее внимание. Затем она напоминает ему о том, что он обещал взять ее в жены, когда его дела пойдут в гору. Но Каниши настаивает, что он такого не обещал, и, что важнее, спрашивает, есть ли свободные комнаты для него. В ответ Азалия говорит, что его обычная комната все еще свободна. Каниши поднимается наверх и быстро засыпает, уставший после событий этого дня. Но позже, той же ночью, он чувствует, что кто-то ложится рядом с ним. Он уже знает, чего хочет Азалия, но сонным голосом говорит ей, что сейчас он слишком устал для этого. Но Азалия не сдается. Она говорит, что нечасто его видит. Она забирается на него сверху. И как раз в тот момент, когда все должно было вот-вот начаться, они вдруг замечают, что ребенок и рысь молча наблюдают за ними. Это полностью испортило настроение. В конце концов, Азалия вернулась в свою комнату, а Айн осталась ночевать у Кенши. Подумав, что Анама, должно быть, очень волнуется за Айн, Каниши пошел к ней в магазин, чтобы проверить, там ли она. Но ее нигде не было. Делать было нечего, и он решил заняться оставшимися на сегодня делами. У Каниши еще много добычи из лагеря Шаги. Сначала он идет в оружейную лавку, чтобы продать мечи и щиты. Затем он продает остальные ценности компании Моллоу за 35 золотых монет и относит мебель в лавку старика за 22 золотых монеты. Поскольку добыча будет поделена поровну, каждый получит по 12 золотых монет. Когда с делами было покончено, Каниши решил, что пора возвращаться домой. Придя туда, Айн была поражена, как красиво там стало. Но, к ее удивлению, Анама уже ждала ее. Анама очень волновалась за Айн, но она верила, что Каниши найдет ее и приведет домой. Поэтому она решила подождать. Но Айн неожиданно заявила, что хочет жить с Каниши, а не с Анамой. Анама не понимала, почему она вдруг захотела остаться с Каниши и пыталась убедить Айн, что лучше жить с ней. Но Айн уже все решила. Анама не хочет принуждать ее. Поэтому она просто говорит Айн, что та может приходить к ней в любое время. Затем Анама возвращается в город. А Каниши идет домой вместе с Айн. По дороге домой Каниши спрашивает Айн, почему она хочет жить с ним. Но за этим нет никакой глубокой или философской причины, просто она считает, что Каниши готовит очень вкусную еду, и поэтому он ей нравится. После этого они вместе принимают ванну и ложатся спать. К такому распорядку придется привыкнуть. Но опять же, учитывая возраст Айн в том, что у Каниши есть дочь, нет ничего необычного. Каниши засыпает, но пока он спит, несколько человек в плащах наблюдают за его домом.
К счастью, подозрительные люди ничего не предпринимают, и жизнь Каниши идет своим чередом. Проходит 2 недели, и благодаря вкладу Норсбола в битву против Шаги он получает титул барона, землю и, по слухам, ищет себе жену. Тем временем Каниши недавно показал Малоу и Примуле чертеж велосипеда. Но сначала они посмеялись над ним, решив, что это слишком нелепо, чтобы приносить прибыль. Однако вскоре они одумались и поняли, насколько полезны велосипеды. Они извинились перед Каниши за то, что смеялись над ним, и даже предложили заплатить ему 5 золотых монет за идею. Теперь велосипеды довольно распространены в стране. И Каниши рад, что его идея оказалась такой удачной. Но он все еще немного беспокоится, потому что ему кажется, что за ним кто-то наблюдает. Он пока что игнорирует это чувство и направляется в гильдию, чтобы получить последнюю выплату за награду. Как только он получает деньги, Каниши распределяет их между всеми. Хотя Анама и настаивала, что ей ничего не нужно, он все равно дает ей небольшую сумму. Она не верит, что заслуживает этого. Но в конце концов она решает принять его доброту и в ответ протягивает Айну яблоко. Кажется, что все идет хорошо, но вдруг Каниши снова начинает чувствовать, что за ним кто-то наблюдает. На этот раз он уверен, что ему это не кажется, потому что он видит человека, который за ним следит. Это может быть плохо. Поэтому он берет Айна за руку и пытается уйти, но вскоре понимает, что за ним следует еще несколько человек в плащах. Он загнан в угол. Единственный выход — убежать в переулок. Но в конце переулка он оказывается зажат между каретой и стеной. Люди в плащах наконец догоняют его и говорят, что их босс хочет видеть его живым. Они уверяют, что если он будет сотрудничать, то не придется применять силу. У Каниши почти нет выбора, и он делает вид, что согласен с их требованиями. Но как только они собираются погрузить его в карету, он быстро достает из инвентаря петарды и бросает их в людей в плащах и в карету. Это отвлекает его, и он проползает под каретой. Теперь, когда он отошел на некоторое расстояние, он достает арбалет и направляет его на людей. Он угрожает выстрелить в них, если они не оставят его в покое. Поскольку у похитителей нет своего дальнобойного оружия, они вынуждены бежать. Каниши облегченно вздыхает. Он рад, что ему удалось сбежать. Через несколько минут к нему подъезжает Малоу на своей карете. Услышав шум, он предлагает Каниши и Айну поехать с ним. По дороге Каниши рассказывает ему обо всем, что произошло. Он подозревает, что это дело рук аристократа, связанного с антимонархической фракцией. Малоу советует Каниши встретиться с местным лордом Асклепиусом, чтобы заручиться его поддержкой. Каниши соглашается, что это неплохая идея, но сомневается, что Асклепиус не потребует от него платить налоги, а он их терпеть не может. В конце концов он решает, что лучше вообще уехать из города. Когда Малоу возвращается домой, он рассказывает Примуле о решении Кенши уехать из города. Примула расстроена, потому что они даже не успели поблагодарить Кенши за все, что он для них сделал. Благодаря велосипедам семья получила фамилию от местного лорда. Они в долгу перед Каниши, поэтому они не могут позволить ему уехать, пока долг не будет полностью выплачен. Примула решила уехать из города вместе с ним и провести с Каниши как можно больше времени. Однажды она уже пыталась завоевать его расположение, но получила отказ. Но когда ее похитили, Каниши, не раздумывая, рискнул жизнью, чтобы спасти ее. Примула уверена, что Каниши испытывает к ней глубокие чувства. Если это так, то он обязательно дождется ее, прежде чем уедет из города. Но, похоже, она переоценила его чувства, потому что он уже уехал. И не только он, но и весь его дом. А Каниши тем временем рассекает на своем новом мотоцикле. И он должно быть уверен в своих навыках вождения, потому что шлем купил только для Айн, а не для себя. Каниши замечает знакомую карету и понимает, кому она принадлежит. Он подъезжает к Фаю и здоровается с ним. Они давно не виделись, поэтому немного разговаривают. Фаю узнает, что Каниши действительно стал торговцем. Он также узнает, что Каниши изобрел велосипед, у него теперь есть дочь, и он путешествует. Естественно, Фаю хочет знать, куда они направляются. Каниши объясняет, что он и его новая семья путешествуют, но он не знает, куда они едут. Фаю желает им удачи. Каниши и остальные снова садятся на мотоцикл и уезжают.
Каниши и Анимон уже проехали почти 100 километров от Далии. Но до их следующей остановки, города Астрантия, осталось всего 5 или 6 километров. Во время путешествия Каниши ночевал в палатке рядом с Анимон, готовил разные вкусные блюда, и это было похоже на ту мирную жизнь, о которой он всегда мечтал. Но все же, с Анимон рядом, он чувствует, что ему нужно найти постоянное место, где они смогут жить ради ее благополучия. Чтобы помочь ему найти следующий город, Каниши покупает дрон и отправляет его на разведку. Вскоре он обнаруживает, что река впадает в озеро, а Астрая, скорее всего, находится на противоположном берегу. Помня об этом, он берет Анимону и рысь и отправляется вниз по течению. В конце концов, они добираются до места, откуда открывается прекрасный вид на озеро, и Каниши разрешает Анимоне и рысе немного поиграть в воде. Поскольку это место выглядит очень привлекательно, он решает, что здесь будет его новый дом. Вырубив большую часть растительности, Каниши достает свой дом из инвентаря. Когда он все расставляет, он вдруг понимает, что так и не дал рысе имени. Подумав немного, он выбирает имя Вел. В ту ночь Каниши начинает учить Анимону читать и писать, и поскольку она очень умная, она быстро все схватывает. Но с математикой у нее возникают трудности. Пока Анимона пытается решить задачи, Каниши заглядывает в свой магазин, надеясь найти способ купить дизельное топливо дешевле. До сих пор он делал свое собственное дизельное топливо из керосина и добавок. Но он вспоминает, что видел передачу, в которой говорилось, что биодизель можно сделать из растительного масла. Не совсем понимая, как это работает, он решает купить пару книг, чтобы узнать больше. Пока Каниши читает, Анимона заканчивает домашнее задание и спрашивает, можно ли ей почитать вместе с ним. Он объясняет, что она не сможет понять, потому что книга написана на языке его родины. Но Анимон настаивает, что тоже хочет выучить этот язык. Видя, как она старается, Каниши решает купить ей детскую книгу. И она сразу же начинает ее читать. Следующим пунктом в списке Каниши было замаскировать свой дом, чтобы он лучше сливался с окружающей местностью. Пока он этим занимался, он вдруг услышал шорох в кустах. Этот звук насторожил его, ведь это могло означать, что поблизости бродит монстр. Готовый ко всему, он зарядил арбалет и приготовился защищаться от того, что могло появиться. Но, к его удивлению, источником шума оказалась Майли. Она была расстроена, когда Каниши исчез, ничего ей не сказав, поэтому она упорно шла по его следу и в итоге добралась сюда. И теперь ей некуда идти, поэтому она говорит, что будет жить с Каниши. Каниши не против, и Анимон, кажется, отлично ладит с Майли. Решено, что Майли будет жить с ними. За ужином Каниши спрашивает Майли, не случилось ли чего интересного с тех пор, как он уехал из Далии. Она говорит, что ничего особенного не произошло. Но она помнит, что слышала, что Норспа сделал Примуле предложение, и они скоро поженятся. Каниши рад, что Примула смогла двигаться дальше и выйти замуж за такого хорошего парня, как Норспа. Но он понимает, что не сможет присутствовать на свадьбе, потому что он сейчас очень далеко. Позже, тем же вечером, Каниши, как обычно, принимает ванну с Анимоной, а Майли тем временем моется неподалеку. Когда они вытираются, Каниши предлагает Анимоне показать ей японскую книгу, которую он ей подарил. Майли находит ее очень интересной. Хотя она не может прочитать слова, картинки помогают ей понять смысл. Услышав это, Каниши приходит в голову идея, ведь в этом мире книги считаются ценными, и продажа иллюстрированных книг может оказаться очень прибыльным делом. Хотя, возможно, истории из Японии не понравятся жителям этого мира. Каниши спрашивает Анимону и Майли, знают ли они какие-нибудь местные легенды. Они обе рады это услышать, потому что знают много старых легенд. Но одна из них особенно нравится Каниши. Он просит их рассказать ему легенду о лесном эльфе. Каниши находит эту историю очень интересной и быстро приступает к работе над иллюстрациями. Когда он заканчивает рисовать, он покупает пресс для печати и делает несколько копий. Первые 2 копии он отдает Майли и Анимоне, и обеим девочкам очень нравятся их книги. Но пока они восхищаются иллюстрациями, Каниши замечает приближающуюся лодку. Понимая, что это может быть опасно, он приказывает девочкам вернуться в дом. Когда лодка подплывает к берегу, Каниши направляет свой арбалет на людей в лодке и требует объяснить, зачем они здесь. Мужчина говорит Каниши, чтобы тот успокоился, потому что он здесь не для того, чтобы причинять неприятности. Он из деревни Сантака.
И увидев, что кто-то поселился на другом берегу озера, они решили подойти поближе и убедиться, что здесь нет бандитов. Это немного успокаивает Кенниши, и он опускает свой арбалет. Он объясняет, что недавно переехал сюда и занимается торговлей. В этот момент к нему подходит Вэл, и зверочеловек удивляется, потому что рыси никогда не сближаются с людьми. Но то, что Кенниши удалось подружиться с одним из них, убеждает его, что Кенниши заслуживает доверия. Краутон решает поверить зверочеловеку на слово. Он представляется Кенниши, и зверочеловек делает то же самое. Кенниши решает показать Краутону Иньянес свой дом, чтобы доказать, что он не делает ничего опасного. И все выглядит вполне нормально. Краутон извиняется за вторжение и собирается уходить. Но прежде чем уйти, он замечает на столе книги, которые написал Кенниши, и спрашивает, можно ли купить одну из них для его дочери. Кенниши соглашается. Когда Краутон и Наанс уходят, Кенниши и девочки садятся обедать вместе. После этого Анимон остается дома и читает, а Кенниши идет в лес, чтобы поискать в кустах лекарственные травы. Но вскоре к нему подходит Майли. Поскольку Анимон занята, она надеется, что они с Кенниши смогут побыть наедине. Кенниши не может отказать ей, и все происходит снова. Чуть позже Кенниши начинает работать над своим последним проектом. Но вдруг он выбегает из сарая, потому что в защитном костюме ему стало очень жарко. Он прыгает в реку и отдыхает. Когда он возвращается к работе, выясняется, что Кенниши занимался синтезом биодизеля из растительного масла. Хотя процесс довольно опасный, если у него получится, он сможет производить собственное дизельное топливо, не тратя на это целое состояние. Теперь самое важное – это испытание топлива. Он заливает его в генератор, и, к счастью, оно не взрывается. Значит, эксперимент Каши прошел успешно. Далее в программе посещение города Астея. Каши отправляется туда вместе с Майли и Анимонной. Их первая остановка в городе – гильдия искателей приключений, потому что Каши нужно зарегистрироваться. Они заходят внутрь и подходят к стойке регистрации. Но когда они здороваются с регистратором, Каши замечает две вещи, на которые не может не обратить внимания. Очнувшись от своих мыслей, Каши сообщает регистратору, что хочет зарегистрироваться в гильдии искателей приключений и торговой гильдии города. Майли тоже регистрируется как искательница приключений. Регистратор забирает их удостоверение личности и уходит, чтобы оформить регистрацию. Однако, когда она возвращается, она выглядит немного взволнованной, потому что только что проверила личное дело Каши. Она понимает, что это он победил Шагу. Каши быстро просит ее говорить тише, потому что он старается не привлекать к себе внимания. Регистратор сразу же понимает и уверяет его, что его регистрация завершена, и он может заниматься своими делами как обычно. После того, как они покидают гильдию, они все вместе садятся на городской площади, чтобы перекусить. Но так как специи в этой стране все еще находятся под контролем синдиката специй, вся еда имеет неприятный вкус. Анимоне и Майли явно не нравится еда, поэтому Каши дает им немного своей смеси специй, чтобы добавить немного вкуса. И тут он замечает двух головорезов с прическами в стиле Джоджа, которые крутятся неподалеку. Они определенно выглядят подозрительно. Но Каниши решает не вмешиваться, пока это не касается его лично. В это время он замечает, как Краун заходит в переулок с какой-то девушкой, и что-то в этом кажется ему подозрительным. Но опять же, это не его дело. Он продолжает осматривать город и натыкается на старую магическую лавку, которая выглядит интересно. Он заходит внутрь. Там он встречает пожилую женщину, которая управляет лавкой. Осматриваясь, он замечает магическое устройство на витрине. Он спрашивает, для чего оно? Бабушка с радостью демонстрирует его работу. Она наливает немного воды в один отсек и много вина в другой. В результате вся вода отделяется от вина. Первая мысль, которая приходит в голову Каниши, когда он видит это, использовать устройство для производства дизельного топлива, не подвергая себя воздействию вредных химических испарений, которые могут сократить его жизнь. Он говорит бабушке, что хочет купить магическое устройство. Она удивлена, ведь здесь почти никто ничего не покупает. Но поскольку Каниши платит, она не может ему отказать. Тем временем Анимона, кажется, тоже нашла что-то интересное. Она с восторгом показывает Каниши книгу, которую нашла. Бабушка объясняет, что это гримуар. Как только Каниши это слышит, он сразу же решает купить и его. Он не уверен, что сможет им пользоваться, ведь для использования магии нужен определенный уровень магической силы. Купив книгу, Каниши хочет сразу же начать ее читать вместе с Анимоной. Но бабушка останавливает их, объясняя, что гримуары нужно зарегистрировать, прежде чем их можно будет забрать. Поскольку это занимает некоторое время, Каниши придется вернуться за ними через неделю.
Он не против подождать, поэтому они с остальными уходят, чтобы продолжить осмотр города. Но, выйдя на улицу, они неожиданно встречают Наянью. Он явно удивлен, но торопится и не может с ними поговорить. У Каниши плохое предчувствие, что его втянут в какую-то неприятную историю. Поэтому он решает, что им всем нужно вернуться домой. Но прежде чем они успевают это сделать, группа замечает, что на Краутона и его дочь напали в переулке. На этот раз Каниши не может пройти мимо, и ему ничего не остается, кроме как вмешаться. Но прежде чем что-то сделать, он покупает маску чумного доктора, чтобы скрыть свою личность от бандитов. Эти бандиты давно затаили злобу на Краутона и хотели убить его и его дочь. Но как только они собираются осуществить свой план, внезапно появляется Каниши и запускает в воздух фейерверк. Он смело заявляет, что фейерверк — это всего лишь одно из его магических заклинаний. Бандиты, не привыкшие к такому зрелищу, в ужасе убегают. Убедившись, что с мужчиной все в порядке, Краутон садится у фонтана и рассказывает Каниши всю историю. Раньше Краутон работал государственным служащим, он усердно трудился и арестовал нескольких членов синдиката торговцев специями. С тех пор они преследуют его. Дочь Краутона спрашивает, друзья ли Каниши и остальные ему. Итак, Кротон рассказал, что несколько дней назад он встретил Каниши, и именно он сделал книгу с картинками, которую купил для Мэри. Услышав, что ее любимую книгу сделал Каниши, Мэри обрадовалась. Она начала благодарить его. Но Анимон немного приревновала. Она сказала, что тоже помогала делать эту книгу. Мэри поблагодарила и ее и спросила, могут ли они когда-нибудь вместе сделать книгу. Анимон ответила, что с удовольствием. Каниши был рад, что у Анимон наконец-то появился друг ее возраста. Через несколько дней Кротон с женой привели Мэри в гости к Каниши и Анимон. Так как это был первый раз, когда у них были гости, Каниши решил приготовить угощение для всех. С тех пор они часто проводили время вместе, а Мэри и Анимон весело играли, пока взрослые общались. Но однажды Мэри не пришла, как обычно. Вместо нее пришел Кротон и умолял Каниши помочь. Он сказал, что Мэри заболела одной из местных болезней, и большинство детей, которые подхватывают ее, не выживают даже одну ночь. Поэтому ему нужно что-то сделать, чтобы помочь ей. Он готов отдать все свои деньги, лишь бы спасти Мэри. Но нанять мага, который использует исцеляющую магию, ему не по карману, и Каниши остается его единственной надеждой. Каниши не мог просто стоять в стороне, пока другу Анимон больно, поэтому он дал Кротону упаковку обезболивающих и велел дать их Мэри, чтобы сбить температуру. Он также дал ему советы по дозировке. Хотя обезболивающие помогут сбить температуру у Мэри, они не вылечат ее. Поэтому Каниши быстро бежит за помощью к волшебнице-знахарке. Позже, тем же вечером, все собираются в доме Краутона, чтобы проведать Мэри. И как только знахарка приходит, она сразу понимает, что Мэри страдает от болезни, известной как лихорадка Чикори. Эту болезнь трудно вылечить с помощью магии исцеления, но она поддается лечению. Но для этого нужны семена редкого цветка, который растет только в глубине леса. Кто-то должен собрать их до утра, поэтому Каниши, Краутон и Ньянья отправляются на задание. Однако, когда они уходят, становится ясно, что головорезы из синдиката специй следили за происходящим. И теперь, когда Каниши и Краутон ушли, они, несомненно, собираются действовать. Каниши и его группа быстро добираются до реки, где растут цветы чайкори. Он достает надувную лодку и плывет по воде, чтобы достать одно из семян. Ему не требуется много времени, чтобы найти цветы, поэтому он срывает одно из семян и отдает его Краутону, который очень благодарен за помощь. Однако их миссия еще не закончена, потому что им все еще нужно доставить семя Мэри, чтобы вылечить ее. Но тут возникает еще одна проблема. Ньянья чувствует, что что-то приближается, и вскоре они понимают, что это стая черных волков. Когда они замечают их, уже слишком поздно убегать, они полностью окружены. Каниши уже сталкивался с черными волками раньше. Поэтому он покупает 2 меча и отдает их Краутону и Ньяньё. Сейчас главное, чтобы Мэри получила лекарство. Поэтому он приказывает им бежать в дом как можно быстрее, а сам остается, чтобы отпугнуть волков. Чтобы отвлечь волков, он начинает запускать фейерверки, привлекая их внимание и уводя от Кротона. Но нескольким волкам удается отделиться от стаи и напасть на Кротона и Ньянью. Понимая, что они в опасности, Каниши спешит на помощь. Но пока это происходит, мы замечаем тех бандитов, которые прятались за деревьями и, видимо, управляли волками с помощью свистка. Волки переключают свою агрессию на Ньянью и Кротона,
и им приходится защищаться мечами, которые дал им Каниши. Бандиты приходят в ярость, видя, что Кротон как-то справляется. Но их злость позволяет Вёл обнаружить их присутствие. Не раздумывая, она быстро расправляется со всеми бандитами. Затем Вёл нападает на собакоподобного, сбивает его с ног и отбирает свисток. Как только свисток падает, волки тут же перестают нападать на Кротона. Каниши видит это и понимает, что бандиты все это время управляли волками с помощью свистка. Теперь, когда у собакоподобного нет свистка, он приказывает Ньяне и Кротону бежать, пока они еще могут. Но собакоподобный отталкивает Вёл и поднимает свой свисток, пытаясь заставить волков преследовать Кротона, но волки, похоже, слишком напуганы, чтобы слушаться. Все в замешательстве, никто не понимает, что происходит. Но вдруг появляется огромный медведь. Волки быстро понимают, что им грозит опасность, и разбегаются, покидая лес. Первым, кто пал от ярости медведя, был собакоподобный. Он падает на землю и кажется мертв. Затем медведь переключает внимание на Каниши и бросается на него, но В преграждает ему путь и вцепляется в морду. Каниши благодарит В за помощь и быстро достает еще фейерверков, надеясь отпугнуть медведя. На этот раз он использует в 10 раз больше, чем обычно, уверенный, что этого будет достаточно, чтобы прогнать зверя. Но, к его удивлению, медведь съедает фейерверки, и они взрываются у него во рту. Пока медведь еще не пришел в себя от взрыва, Каниши пользуется моментом и достает свой бульдозер, нанося мощный удар медведю в морду, чтобы наконец его победить. Когда медведь мертв, Каниши кладет его тело в свой инвентарь вместе с бульдозером, радуясь, что выжил в этой схватке. Но ему еще нужно решить, что делать с без сознания лежащим собакоподобным существом. Через некоторое время Каниши возвращается в дом Крутона, чтобы проверить, как там Мэри. Благодаря лекарствам, которые он принес, ожидается, что она полностью поправится, и Крутон с женой будут ему очень благодарны. Обычно Каниши не из тех, кто готов помогать другим, но он не может отрицать, что помощь в этой ситуации заставила его почувствовать себя лучше. В этот момент Каниши вспоминает, что ему нужно обсудить с Крутоном кое-что важное, и просит его поговорить наедине. Они выходят на улицу, и Каниши объясняет Крутону, что ему удалось заключить сделку с собакоподобным существом в лесу. Он перевязал раны существа, чтобы оно не умерло, и в ответ оно пообещало больше никогда не причинять вреда Крутону и его семье. Ищейка согласился на эти условия, хотя и дал понять, что не может контролировать действия других головорезов, так как многие из них все еще затаили глубокую обиду на Крутона. В результате они, несомненно, продолжат преследовать его. Хотя ситуация может измениться, если Крутон вообще покинет город. Конечно, намекает Крутону, что лучшим решением было бы покинуть город, поскольку это гарантировало бы, что никто больше не придет за ним или его семьей. Крутон признает, что переезд был бы идеальным решением. Но он признает, что ему некуда идти, и он не может переехать в Далию, поскольку там также действует синдикат специй. Каниши на мгновение задумывается, а затем предлагает решение проблемы Крутона. Он упоминает, что знает рыцаря по имени Норсбол, который недавно стал бароном и в настоящее время ищет людей, которые могли бы поселиться на его землях. Если Каниши напишет письмо Норсбалу, восхваляющее качество и умения Крутона, он уверен, что Норсбал позволит Крутону и его семье переехать туда. На следующий день Каниши наконец возвращается домой и рассказывает остальным, что произошло, пока его не было. Но Майли расстроена, потому что он отправился в такое удивительное приключение, не сказав ей об этом. Каниши говорит, что у него не было времени приехать за Майли. К тому же ему нужен был кто-то, кто присматривал бы за Анимон, пока его не было, так что Майли никак не могла поехать с ним. Несколько дней спустя Крутон и его семья наконец решили уехать из-за своей безопасности. Итак, Крутон отправляется на территорию Норсбала 1 числа, чтобы все уладить. Пока Мэри и ее мать ждут позади, потому что Мэри все еще не полностью восстановилась. Пока Каниши и Майли гуляют, Майли вдруг чувствует запах крови и замечает за деревом собака-человека. Каниши понимает, что это тот самый собака-человек, которого они встретили несколько дней назад, и спрашивает, что он здесь делает. Собака-человек спокойно объясняет, что он пообещал не причинять вреда кроту, поэтому он решил разобраться с некоторыми делами, чтобы другие бандиты не пришли за ним. В конце концов, добавляет он, собаколюди всегда держат свое слово. Однако после недавней вспышки агрессии собака-человек признается, что больше не может оставаться в городе, поэтому тоже собирается уехать. Позже, в тот же день, Каниши отправляется в город, чтобы продать убитого им медведя в гильдии. Человек, ответственный за вскрытие, удивлен, что Каниши удалось убить медведя-носорога в одиночку. Но Каниши скромно отвечает, что ему просто повезло.
он говорит, что хотел бы оставить себе мясо медведя и магический камень, а остальное продать гильдии. Человек отвечает, что понимает, но, учитывая размеры медведя, ему потребуется много времени, чтобы его вскрыть. Он просит Каниши зайти вечером за деньгами. Каниши не против немного подождать, и поскольку сейчас только полдень, он решает пойти домой и закончить один из своих проектов. Проходя мимо магазина, Каниши замечает внутри знакомое лицо. Похоже, она ищет кого-то очень важного для нее. Тем временем, вернувшись домой, Каниши наконец-то находит время, чтобы использовать купленный артефакт для производства биодизеля. После кропотливой химической работы Каниши успешно создает то, что, по его мнению, является чистым дизельным топливом для своих двигателей. Единственный способ убедиться в том, что это сработало, это протестировать его на своем генераторе. Когда он его включает, генератор не взрывается, а это значит, что его эксперимент удался. Используя этот метод, ему удалось получить литр дизельного топлива всего за 300 иен, что является значительным улучшением по сравнению с 3000 иен за литр, которые он тратил раньше. Очевидно, что этот артефакт был отличной инвестицией. Теперь, когда об этом позаботились, Каниши решает оставить немного еды для Майли и Анимон, так как он возвращается в город, чтобы взять кое-что из вещей. Его первая остановка – магазин старухи, чтобы проверить, готов ли, наконец, его гримуар. К счастью, она завершила все регистрационные процедуры, так что Каниши может забрать свой гримуар. Изучая книгу, он с удивлением замечает, что в нее вложен волшебный камень. Затем женщина объясняет, что заклинание, записанное в гримуаре, привязано к этому волшебному камню, а это значит, что без него заклинание не сработает. Каниши не совсем уверен, о чем она говорит, но он полагает, что разберется со всей этой магией позже. Следующим пунктом в его списке Каниши отправляется в гильдию искателей приключений, чтобы забрать свои вещи. Когда он добирается туда, все уже упаковано и готово, так что он складывает это в своем хранилище. После этого он направляется к стойке регистрации, чтобы получить оплату за детали, которые он продал гильдии. Однако Каниши трудно сосредоточиться на деньгах, когда эти две дыни лежат прямо перед ним. В конце концов, он приходит в себя, забирает свой платеж и покидает гильдию. Но когда он идет по улице, у него возникает странное чувство, будто за ним кто-то наблюдает. Оказывается, интуиция Каниши была права, потому что за ним действительно кто-то следил. И этим кем-то оказалась Примула. Он был очень удивлен, увидев ее, и сразу же спросил, что она здесь делает. Но Примула в ответ спросила, как он мог быть таким жестоким и уехать, не попрощавшись с ней. Каниши попытался объяснить, что он уехал из-за того, что дворяне пытались его схватить. Но Примула настаивала на том, что он должен был хотя бы попрощаться с ней. Каниши почувствовал, что эта вспышка привлекла много внимания, поэтому предложил продолжить разговор в более уединенном месте. Примула согласилась и отвела его в отель, где остановилась. Там она снова начала кричать на Каниши, расстроенная тем, что он уехал, не дав ей возможности отблагодарить его за все, что он для нее сделал. Каниши не считал, что сделал так уж много, но Примула напомнила ему, что он спас ей жизнь, а значит, она в огромном долгу перед ним. Каниши стало немного не по себе. Поэтому он сменил тему и рассказал о слухах, что Примула выходит замуж за Норсбол. Хотя такие разговоры действительно были, Примула в итоге отказалась от помолвки. Но она отмахнулась от этого, сказав, что это не важно. Примула заявила, что не вернется домой, пока Каниши не согласится поехать с ней. Но Каниши не собирался уезжать. Поэтому Примула решила, что останется с ним. Каниши видел, что она настроена серьезно, и понял, что у него не так много вариантов в этой ситуации. Тем не менее, он удивился, что она смогла узнать, что он живет в этом городе. Примула объясняет, что после того, как Каниши уехал, она каждый день просматривала реестр гильдии в надежде, что его имя появится в другом городе. И вот однажды она увидела его имя в обновленном реестре. Не раздумывая, она села в карету и отправилась прямиком сюда. Теперь, когда она снова его нашла, она не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу. Она просит его сделать ее женщиной сегодня же, и Каниши совершенно не ожидал такого поворота, но он видит, что Примула настроена серьезно. Поэтому он соглашается, и они вдвоем идут в ее комнату. Как только они заходят, Примула начинает раздеваться, не в силах больше ждать. Ну, ты можешь догадаться, что произошло дальше. На следующее утро Каниши возвращается домой с Примулой. Сначала Анимон и Майли очень рады его видеть. Но их восторг быстро проходит, когда они замечают Примулу. Примула, в свою очередь, расстраивается, потому что думает, что Каниши бросил ее и вместо этого решил взять с собой Майли. Каниши объясняет ей, что он не специально взял с собой Майли. Она сама его нашла. Единственным человеком, которого он намеренно взял с собой, была Анимон.
Но неужели Примула действительно будет ревновать к ребенку? Каниши приводит веский аргумент, который помогает Примуле успокоиться. Но тут Анимон настаивает, чтобы Каниши пообещал больше не приводить домой других женщин. Это снова задевает Примулу, потому что она начинает думать, что Каниши регулярно приводит домой женщин. Позже вечером Каниши готовит ванну. Но когда приходит время мыться, все девушки настаивают на том, чтобы присоединиться к нему. Не желая разбираться с ситуацией, он решает купить вторую бочку, чтобы принимать ванну отдельно. Когда все заканчивают мыться, Каниши включает фен. Когда все высыхают, он садится за стол, чтобы проверить гримуар. Он читает заклинания для огненного шара. Но когда он заканчивает читать, его опасения подтверждаются, ничего не происходит. Это значит, что у него нет магической силы. Он понимает, что потратил много денег на книгу, которой даже не может пользоваться. Он начинает думать, как продать гримуар, чтобы вернуть хотя бы часть денег. Но пока он размышлял, Анимон взяла книгу и начала читать. На этот раз что-то произошло. Кажется, у Анимон есть магическая сила, потому что она идеально с первого раза прочитала заклинание огненного шара. К сожалению, они находятся в бревенчатом домике, а это не лучшее место для такого заклинания. Каниши паникует и быстро покупает несколько огнетушителей, чтобы справиться с огнем. Потушив огонь, он идет проверить Анимон. Она начинает извиняться за то, что причинила столько хлопот. Но Каниши не беспокоится из-за происшествия. Он удивлен, что Анимон смогла использовать магию. Но вдруг Анимон падает в обморок, и все начинают волноваться. Они укладывают ее в постель, и, к счастью, к утру у нее спадает температура. Каниши предлагает ей банку консервированных персиков, чтобы повысить уровень сахара в крови. У остальных тоже есть немного персиков, и Примула удивляется, сколько в них сахара, ведь в стране сахарная монополия принадлежит дворянам. Анимон быстро поправилась, и через несколько дней, когда Мэри полностью оправилась от цикариевой лихорадки, Камиши пригласил их на барбекю. У него еще оставалось много медвежатины, и он решил, что это отличный способ ее использовать. Он всегда мечтал о такой мирной и простой жизни, как охота с близкими друзьями. Камиши гордится тем, что его кулинарные способности ценят. Он решает удивить всех новым рецептом медвежьего карри. Когда все пробуют суп, они поражаются, потому что медвежатина обычно жесткая и имеет сильный запах, но это блюдо превращает ее во что-то невероятно вкусное. В течение дня Мэри и Анимон играют вместе, а Камиши помогает им создавать собственные книжки с картинками. Однако Примула впервые видит такие книги, поэтому с любопытством спрашивает Камиши о них. Он объясняет, что это просто книги, в которых иллюстрации передают историю. Подумав немного, Примула быстро находит потенциальную аудиторию для этих книг и уже планирует расширить продажи до столицы королевства. Она спрашивает Камиши, может ли она использовать эти книжки с картинками, так как собирается открыть бизнес в Астии. Камиши без проблем дает ей несколько книг. Но ему интересно, что еще она собирается продавать. Примула уже подумала об этом и уверенно говорит ему, что она может продавать консервированные персики, которые есть у Каниши, и тушенку из медвежатины, которую он приготовил. Поскольку и то, и другое невероятно вкусное, она уверена, что они быстро распродадутся. Но им нужен кто-то, кто будет помогать с обслуживанием клиентов. Поэтому мама Мэри предлагает свою помощь. Она считает, что будет неправильно не помочь после всего, что Каниши сделал для нее и ее семьи. К тому же, поскольку Примула еще не знакома со Страчей, было бы полезно иметь кого-то, кто хорошо знает город. Мэри тоже вызвалась помочь, потому что она уже достаточно взрослая, чтобы работать. Увидев, что все остальные будут заняты в новом магазине, Анимон тоже не хочет оставаться в стороне и с радостью заявляет, что тоже будет там работать. На следующий день Примула с нетерпением ждет начала работы, поэтому Каниши отводит ее к городским воротам и покупает для нее тележку с едой. В течение дня тележка с едой постепенно набирает популярность, и покупатели приходят со всех сторон. Но растущее внимание привлекает и нескольких бандитов, которые подсыпают яд в их еду, а потом ложно обвиняют Примулу в том, что она подает испорченную еду. Тем временем Каниши занят исследованием местности с помощью дрона. Судя по тому, что он видит, лес на вершине холма остался нетронутым, и он уверен, что найдет там много лекарственных трав и дикорастущих овощей. Но он не ожидал, что найдет там много драгоценных камней, встроенных в скалы. Таких цветов он никогда раньше не видел, поэтому не знает, что это за камни. Но он уверен, что они ценные.
Похоже, он скоро попробует себя в добыче полезных ископаемых. Но это подождет до следующего дня, потому что ему нужно вернуться в город, чтобы забрать Примулу и остальных. Канеши приезжает в город на своем мотоцикле и видит, что они ждут его со всеми своими вещами. Примула радостно сообщает, что они полностью распродали все за первый же день, и Канеши рад это слышать. Но тут он замечает новую женщину-зверолюда и спрашивает, кто она. Примула начинает рассказывать, что случилось сегодня утром, когда двое мужчин попытались шантажировать ее, подложив жучок в еду. Но прежде чем ситуация успела обостриться, вмешалась Намна и разоблачила их, сказав, что видела, как они подложили жучок в блюдо. Намно ненавидит мошенников, поэтому решила взять дело в свои руки. Двое мужчин запаниковали и убежали, а Примула решила нанять Номну в качестве телохранителя на остаток дня. Конечно, благодарит Намну за помощь, но она отмахивается, говоря, что это пустяки. На самом деле она считает, что ей повезло встретить Примулу, потому что ей заплатили серебряную монету только за то, что она прогнала хулиганов. Затем они вместе возвращаются в дом Канеши. Когда они приходят, Майли и Анимон выходят их встречать. Но настроение Майли быстро меняется, когда она замечает, что Канеши привел домой еще одну женщину. Почувствовав враждебность, Канеши быстро объясняет, что Намна просто телохранитель, которого наняла Примула, и что она здесь только потому, что Примула хотела угостить ее ужином. Майли не против, если Намна не собирается становиться еще одной соперницей Каши за его внимание. Они заходят внутрь, чтобы поужинать. Неймна впервые пробует тушеное мясо медведя от Каши и удивляется, насколько оно вкусное. Единственное, чего ей не хватает, думает она, это бокал вина. К счастью, у Каниши есть немного. Он наливает ей бокал, и она чуть не тает от удовольствия, сделав глоток. Они продолжают ужинать, и Каниши спрашивает, не хочет ли она принять ванну, когда закончит. Услышав это, Неймна оживляется при мысли о горячей ванне. Поскольку ванны уже готовы, Анимон предлагает их нагреть. Они выходят на улицу, и Анимон начинает колдовать, мгновенно нагревая бочки для купания. Она повторяет заклинание для второй бочки, и все удивляются, как хорошо она научилась колдовать. Затем они все принимают ванну и вытираются феном Каниши. Закончив, они переодеваются в пижамы. Неймна так хорошо проводит здесь время, что подумывает остаться навсегда. Но Майли категорически против этой идеи, утверждая, что здесь и так уже слишком много женщин. Они замечают Каниши, который учит Анимон основам письма и математики, чтобы расширить ее знания. В таком мире, как этот, без образования трудно зарабатывать на жизнь. Поэтому он хочет, чтобы она училась как можно больше, пока у нее есть такая возможность. Затем он спрашивает, не хочет ли она присоединиться к Примуле и остальным, когда они в следующий раз поедут в город за продуктами, чтобы она могла лучше разобраться в их бизнесе. Но Анимон отвечает, что она предпочла бы продолжать изучать магию, чтобы быть рядом с Кашей. На следующий день Примула и остальные возвращаются в город, чтобы продолжить управлять тележкой, и она по-прежнему пользуется популярностью, как и накануне. Но благодаря Найме, которая их охраняет, им не приходится беспокоиться о том, что кто-то может устроить неприятности. Тем временем Каниши только что закончил строить леса с помощью помощников Майли и Анимон и готовится начать добычу драгоценных камней как можно скорее. Но поскольку уже поздно, он решает отложить это на завтра. Собирая вещи, к нему подходит Примула и спрашивает, откуда у него всегда столько полезных предметов в инвентаре. Но Каниши просто говорит ей, что это секрет. Как бы она ни давила на него, есть вещи, которые он не может рассказать. Он понимает, что это может показаться подозрительным, но ей придется с этим смириться. Затем он целует ее, но Наяма начинает ворчать, говоря Каниши, чтобы он прекратил романтику, потому что это напоминает ей, что она одинока. На следующий день группа возвращается на равнину. После того, как Каниши расчистил заросли, они начинают искать в округе разные интересные растения. Пока остальные прочесывают кусты, Каниши начинает выдалбливать камни в горе, чтобы добыть драгоценные камни. Когда ему удается вытащить один, он бросает его в свой инвентарь, чтобы оценить его стоимость. К его радости, каждый камень стоит по 200 иен. Когда он понял, что в горе их так много, то понял, что нашел настоящее сокровище, точнее, драгоценные камни. После плодотворного дня добычи драгоценных камней группа возвращается домой, и Каниши начинает готовить ужин.
У него есть особый рецепт, поэтому он просит девочек помочь ему разделать мясо медведя, прежде чем научить их готовить гёдза. Однако Майли и Найме приходится пропустить этот этап, потому что они все в шерсти. После того, как все кусочки аккуратно нарезаны, Каниши кладет их на сковороду, чтобы они приготовились. Вскоре гёдза готова к подаче. Всем нравится ее вкус и идеальная текстура, особенно в сочетании с желтым соусом, который приготовил Каниши. Когда они спрашивают, что это за соус, он объясняет, что это майонез. На мне сразу же узнает название, потому что майонез в последнее время стал очень популярным в Империи. Оказывается, его создал маг с помощью магии. Примула спрашивает Каниши, использовал ли он магию, чтобы приготовить майонез. Каниши объясняет, что он просто сделал его из уксуса, яиц и масла. Примула потрясена, узнав, что что-то настолько невероятное, как майонез, можно приготовить без магии. Она с нетерпением просит Каниши научить ее готовить его, но сейчас он не в настроении. Поэтому он отвечает, что сделает это позже. Услышав это, Примула спрашивает, не хочет ли он, чтобы она продавала его рецепт гёдза в своем киоске на следующий день. Каниши не возражает, но предупреждает, что приготовление гёдза – это довольно трудоемкий процесс, поэтому он не уверен, что она справится с таким спросом. Однако Примула уверяет его, что это не проблема, ведь она всегда может нанять больше работников. Кейниши впечатлен ее активностью, поэтому решает научить ее еще одному своему рецепту. Он просит всех выйти на улицу, говоря, что хочет показать им кое-что особенное. Недолго думая, он поливает мясо ликером, и оно вспыхивает огромным огненным шаром. Когда стейк прожаривается до идеальной степени, Кейниши предлагает Намине попробовать его первой. Она молчит, попробовав стейк, и Кейниши спрашивает, все ли в порядке. Но все наоборот, она потеряла дар речи, потому что стейк просто великолепен. Однако она замечает странный запах. Кейниши объясняет, что запах, скорее всего, исходит от ликера, которым он полил мясо. Как только он упоминает о ликере, Намина тут же набрасывается на него, умоляя дать ей выпить. После недолгих уговоров Кейниши неохотно соглашается, но предупреждает, что напиток очень крепкий, и советует пить его медленно. Но Намина игнорирует его предупреждение и залпом выпивает весь стакан. Она тут же пьянеет и обнимает Кейниши, благодаря его за напиток. Но Майли видит, к чему все идет, и хватает Намину за волосы, чтобы оттащить ее от Кейниши. Намина пытается убедить Майли, что не собирается уводить у нее Кейниши, а просто хочет остаться в сарае, чтобы и дальше наслаждаться вкусной едой вместе с ним и остальными. Майли все еще не верит ей, но Кейниши не против, чтобы Намина осталась, тем более, что она работает телохранителем Примулы. Примула соглашается, говоря, что не против, чтобы Намина жила у них. Учитывая, что ей нужна только еда, она бы не стала соблазнять Канеши, когда рядом никого нет. Чуть позже, когда они остаются наедине, Канеши ведет Найму в комнату, которую он для нее приготовил. Она спрашивает, сколько ей нужно платить за аренду. Канеши уверяет ее, что платить не нужно, пока она помогает Примуле. С этими словами он собирается уйти, но Найма хватает его и предлагает отблагодарить по-другому. Но Майли, почувствовав флирт за километр, врывается в комнату и присоединяется к разговору. Прошло несколько недель, и Канеши продолжает добывать родонитовые камни, заработав на них около 15 миллионов иен. Но это ничто по сравнению с продуктовым магазином Примулы, который превратился в полноценную компанию под названием Королла, где работает много людей. Теперь магазин приносит более 200 иен в день, а годовой доход превышает 70 миллионов иен. Канеши до сих пор не может поверить, что Примула смогла построить все это с нуля всего за несколько недель. Но большая часть ее успеха связана с невероятными продуктами, которые он представил. Канеши просто рад, что последние несколько недель он мог заниматься своими проектами, это было для него настоящим отдыхом. Он хотел бы и дальше наслаждаться этим спокойным образом жизни. Но, похоже, это ненадолго, скоро к нему придут непрошенные гости. Слухи о его достижениях дошли до королевского замка. И, похоже, две женщины особенно хотят с ним встретиться. На большой частной территории Примула сидит рядом с Кананой, женой Виконта Убитория. Они здороваются, и Канана говорит, что много слышала о Примуле, ведь она дочь владельца торговой компании Далия Мэллоу, которая изобрела дизайн и владеет рестораном Королла. Тем временем Каниши рассказывает, что Примула пришла в дом лорда Астии. Каниши находится в магазине бабушки.
Он покупает книгу по магии взрывов, а Анимон читает книгу по бытовой магии. Старушка бесплатно дает им вторую книгу. Позже вечером они сидят, и Примула объясняет, что Канон хочет брошь, потому что когда она была в Далии, другая дворянка хвасталась особенной брошью, которую производит только их компания, и Канон почувствовала себя неполноценной. Каниши говорит, что дворяне всегда соревнуются за такие вещи и дает Примуле камень с изящно вырезанной на нем женщиной. Когда Примула с удивлением говорит, что эта женщина похожа на Канон, Каниши придумывает историю, чтобы она сказала виконтессе, что брошь была сделана специально для нее, и получила за это крупную сумму денег. В группе также сидит тигрица, и Майли объясняет, что однажды тигрица по имени Нина стала называть себя телохранителем Примулы и начала жить с ними. Майли добавляет, что Намна притворяется, что ее интересует только еда. Но Майли уверена, что Намна интересуется Каниши. Майли решает, что будет бороться с Намной 10 лет, если придется. Но она не позволит Намне заполучить Каниши. На следующее утро Майли говорит Каниши, что неподалеку есть подземелье, но она не сказала об этом за ужином, потому что Намна могла бы попросить взять ее с собой. Каниши говорит Майли, что ей стоит подружиться с Анимоной, но Майли отказывается. Их разговор прерывает взволнованная Анимона, которая говорит, что тоже хочет исследовать подземелья. Майли пытается отговорить ее, говоря, что там будут монстры. Но Канеши соглашается взять ее с собой, когда она настаивает. Они втроем отправляются в подземелье и восхищаются его красотой. Они делают фотографии в разных местах. В конце концов, Канеши находит драгоценные кристаллы и начинает их добывать, думая о том, сколько денег он сможет на этом заработать. Однако звук бурения слишком громкий для Анимоны и Майли, которые никогда не видели ничего подобного. И Канеши просит Майли отвести Анимону в другую часть пещеры, чтобы она не слышала шум. Внезапно Майли слышит шаги и предупреждает Канеши, что кто-то идет. Из подземелья появляется огромный паук. Звук бурения разбудил его, и Канеши быстро достает оружие для возможной битвы. Канеши поражен размерами паука. Майли говорит ему атаковать паука. Но стрела, брошенная в него, не причиняет ему никакого вреда, потому что его шкура твердая, как камень. Майли бросает еще одну стрелу, которая попадает пауку в глаз, и тот кричит от боли. Поняв, что глаза — слабое место паука, Канеши приказывает Анимоне использовать магию огненного шара, чтобы атаковать глаза паука. Но Анимона так напугана видом паука, что ничего не может сделать. Затем паук набрасывает на них свою паутину, и Майли приходится быстро уводить Анимону, чтобы та не попала в ловушку. Канеши бросает несколько бомб в паука, чтобы отвлечь его, и вызывает свой мотоцикл, а затем приказывает всем бежать из подземелья. Когда они выбираются наружу, Канеши замечает, что паук не преследует их. Майли объясняет, что пещерные пауки выходят на охоту только ночью. Анимона все еще потрясена. Канеши обнимает ее и говорит, что она еще не готова к приключениям. Анимона извиняется, но Канеши успокаивает ее, говоря, что она старалась изо всех сил. Позже, вечером, когда они принимают душ, Наймна злится, что ее не взяли в поход. Но Канеши говорит, что им придется вернуться в пещеру за его буровой установкой. Он хочет добыть кристаллы, и Наймна говорит, что на этот раз пойдет с ними. Канеши говорит, что кто-то должен остаться, чтобы защитить Примулу. Но Примула говорит, что хочет взять несколько выходных, чтобы побыть одной. Но Примула так редко берет выходные, что Канеши спрашивает, все ли с ней в порядке, и Примула уверяет его, что с ней все хорошо. Наймна объявляет, что завтра утром они отправятся в пещеру и с нетерпением ждет сражения с пауком. Вся группа садится у обогревателя. Канеши говорит Анимоне, что гримуар зарегистрирован, и он его забрал. Анимона радуется и начинает читать книгу. Но Канеши говорит, что она сможет прочитать заклинание, когда почувствует себя лучше. Найма говорит, что будет тренировать Анимону для приключений, и они вместе отправляются в горы. На следующее утро они наконец добираются до подземелья, и Анимон говорит, что готова к битве. Они заходят внутрь и наконец добираются до места, где Канеши сверлил кристаллы. Канеши запускает машину, и все затыкают уши, потому что она очень громко работает. Появляется паук, и Канеши призывает оружие. Они используют средства от насекомых, чтобы опрыскать пасть паука, а затем Анимон использует огненный шар, который попадает прямо в паука. Группа радуется, а паук убегает обратно в свое логово, потому что сильно обгорел. Все хвалят Анимон за ее мастерство, а Канеши думает о том, как тяжело ей, наверное, пришлось.
Но Амна говорит, что они должны пойти за пауком, и Каниши соглашается, потому что от мысли о том, что такой страшный паук бродит по лесу ночью, у всех мурашки по коже. Когда они заходят в пещеру, они видят вход в огромную пещеру, и Каниши включает большой фонарь, который освещает всю пещеру. Там они видят паука в углу и быстро распыляют средства от насекомых, чтобы отравить паука, и Каниши приказывает Анимон нанести последний удар. Но прежде чем она успевает это сделать, появляется еще один паук, которого Наама называет самкой. Потому что самки пауков намного крупнее. Группа пугается размеров нового паука. Но они быстро понимают, что этот паук не сможет выбраться через проходы. Майли говорит, что самец должен пойти на охоту и принести еду для самки, потому что она слишком большая. Каниши говорит, что им нужно бежать, потому что самка паука умрет, если самец не сможет принести ей еду. Но самка паука быстрее и блокирует выход, поэтому им не сбежать. В этот момент Ви бросается на паука и выцарапывает ему глаз, что дает девочкам время воспользоваться средством от насекомых. После этого Анимон использует магию огненного шара. Но паук выживает. Каниши удивляется, почему паук не нападает на них, и Наяма говорит, что, возможно, паук хочет, чтобы они умерли, потому что он перекрыл им путь. Каниши ловит самца паука в свой инвентарь. Девочки продолжают поливать ядом самку паука. Каниши злится, потому что другого выхода нет, а самка паука все равно не умрет, поэтому он вызывает огромный экскаватор. Девочки в шоке от того, что он может вызвать такую большую машину, и Анимон идет с Каниши, чтобы использовать ее, чтобы сдвинуть паука. Но паук цепляется за машину, и Каниши использует лопату, чтобы оттолкнуть его. Паук отлетает, но все равно встает. Каниши использует еще одну атаку, чтобы ударить паука по голове подъемным краном. Но двигатель машины глохнет, и паук начинает карабкаться вверх. Каниши отчаянно пытается завести двигатель, но, повернувшись, видит, что Анимон использует другое заклинание и взрывает паука, отбрасывая его к стене. Паук становится совсем слабым, и машина наконец заводится. Каниши наносит последний удар, который убивает паука. Позже Каниши оставляет машину и паучиху в пещере, а сам отправляется добывать кристаллы. Он размышляет о том, как умудрился потратить столько денег на эту машину. Но вдруг он находит очень дорогой необработанный кристалл, который компенсирует потраченные деньги. Когда они выбираются из пещеры, Каниши спрашивает Анимону, когда она научилась магии взрыва, и она отвечает, что это был ее первый раз, когда она попробовала эту магию. Дома Каниши вызывает паучиху, чтобы показать ее примуле, которая в ужасе кричит. Затем Каниши кладет яйцо паучихи на стол и говорит девочкам, что собирается его съесть. Девочкам становится противно от этой мысли, а Каниши думает, что сам он не хочет есть это яйцо, но хочет попробовать его на вкус. Он говорит, что самое вкусное в яйце – это заварной крем, и готовит яйцо паучихи именно так. Он говорит, что никого не заставляет это есть. Но оно выглядит так аппетитно, что все с удовольствием его едят. Им так нравится, что они спрашивают, есть ли внутри яйца мясо или сыр. Во время этого разговора Каниши упоминает, что сыр легко приготовить, и Примула с радостью говорит, что хочет научиться его готовить. Он объясняет, что сначала молоко створаживают, добавляя в него яблочный уксус, а затем отжимают всю жидкость через мягкую ткань. Оставшуюся массу называют творогом. Всем нравится творог, и Примула говорит, что хочет, чтобы Каниши научил ее готовить сыр. Каниши говорит, что ему не нравится общаться с дворянами, и Примула вспоминает Тугалума, коррумпированного торговца, который испортил репутацию ресторанов Корона. Примула решила не рассказывать об этом Каниши, но теперь у нее нет выбора, и она объясняет, что хочет разобраться с этим нечестным торговцем, заручившись поддержкой дворян. Каниши говорит, что ей не нужна помощь дворян, потому что он и девочки легко справятся с торговцем. Однако Примула говорит, что скоро ей придется воспользоваться их помощью. Но сейчас она хочет разобраться с этим без драки. Каниши решает научить ее делать сыр, чтобы она могла научить Канон. Через несколько дней Фагалуму приходит письмо от Виконта, в котором говорится, что любой, кто будет приставать к ресторанам Корона, будет сурово наказан. Ресторан Корона снова открывается, и через несколько дней Канон приходит к ним и говорит Каниши, что знает, что это он помог Далии в бою, призвав железных монстров. Но Каниши делает вид, что не понимает, о чем она говорит. Канон говорит, что она все разузнала, прежде чем прийти сюда, и неожиданно кланяется. Каниши не нравится, что дворяне кланяются ему, и он боится, что она может попросить о чем-то возмутительном.
Когда она начинает просить его о помощи, его охватывает чувство страха, у него плохое предчувствие. Канон поручили построить канал через королевство, но она отстает от графика. Если проект не будет завершен в ближайшее время, она рискует потерять финансирование, и даже есть вероятность, что у нее отберут землю. Последний участок канала, который еще предстоит построить, составляет 10 миль, и у нее есть всего месяц, чтобы закончить его. В отчаянии она просит Каниши о помощи, предлагая ему любую награду, какую он пожелает, даже себя. Но Каниши отказывается, давая понять, что его это не интересует. Киннон чувствует себя разочарованной, но у нее есть еще одно предложение. Тогда она говорит Каниши, что может наградить его особым гримуаром с высокой защитой. Каниши не совсем понимает, что такое высокая защита, но Найма слышала об этом раньше. Она объясняет, что высокая защита — это невероятно мощное заклинание, способное отразить любую атаку, даже такую разрушительную, как дыхание дракона. Это сразу привлекает внимание Кинши. Поскольку это может пригодиться для защиты Анимоны, он решает помочь Кэнон. Но прежде чем начать строительство, ему нужно найти финансирование. Каниши просит Кэнон отдать ему всю ненужную мебель, чтобы он мог оценить ее и заработать деньги через свою систему. Когда он закончит, Каниши заработает около 120 миллионов иен, чего должно хватить на оплату тяжелой техники. Теперь он готов приступить к работе. Все садятся в машину Каниши, и он везет их на стройку. По дороге Кэнон спрашивает Каниши, действительно ли он не заинтересован в ее теле в качестве награды. Каниши твердо отвечает: «Нет, я в порядке». Это расстраивает Кэнон, потому что она знает, что у него нет проблем с интимными отношениями с женщинами-зверями. Так почему же он отказывается от нее? Наконец они добираются до стройки, и Каниши встречает братьев Майли Ньякара, Нимара и Ньинжи. Он рад их видеть, но Каниши спрашивает, почему они работают на стройке. В конце концов, они получили огромную сумму денег за убийство Чаги, которой должно было хватить надолго. Но все сложилось так, что они потратили все деньги. В итоге они снова оказались на мели. Вдруг появляется Намна и спрашивает, что происходит. Братья Майли, увидев ее, чуть не падают в обморок от удивления. Но не обращая внимания на это, Кэнон представляет Каниши надзирателю, которого она наняла для проверки строительства. Надзиратель говорит, что ей не стоило приезжать сюда лично, но Кэнон настаивает, что это необходимо, потому что она привела с собой помощника. Она объясняет, что Каниши значительно ускорит процесс, потому что он маг. Но Каниши быстро поправляет ее, говоря, что он просто торговец. В любом случае, у надзирателя нет причин отказываться от дополнительной помощи, поэтому он продолжает работать и просит Кэнон просмотреть счет за оборудование, которое ей понадобится. Пока Кэнон просматривает его, Примула тоже смотрит и сразу же приходит в ужас от цен. Она просит Кэнон позволить ей самой просмотреть счет. Внимательно прочитав его, она убеждается, что этот торговец пытается ее обмануть. Мужчина говорит, что ему нужно получить прибыль от сделки, и отмечает, что у Кэнон нет других торговцев, у которых можно заказать 200 топоров. Но он ошибается, потому что Примула просто поворачивается к Каниши и спрашивает, может ли он достать 200 топоров. Каниши покупает топоры в своем магазине и показывает один Кэнон, спрашивая, подойдет ли он. Она подтверждает, что это отличная цена, но спрашивает, сколько он собирается брать за них. Примула говорит, что ей нужно заплатить всего 1 серебряную монету за топор. Это невероятно низкая цена, поэтому Кэнон спрашивает, действительно ли Каниши согласен на это. Тот отвечает, что она может считать это скидкой для друзей. Кэнон рада это слышать и решает, что будет покупать оружие у Каниши. Торговец приходит в ярость и предупреждает, что он представляет торговую компанию Тагаум, и если она пойдет против них, то у нее будут серьезные проблемы. Каниши вспоминает, что именно Тагаум был ответственен за все неприятности с Примулом. Оказывается, он настолько влиятелен, что даже лорд иногда обращается к нему за помощью. Это значит, что если они станут его врагами, у них будут серьезные проблемы. Но сейчас главное — закончить строительство канала. Поэтому, не теряя времени, все приступают к работе. Поскольку его экскаватор будет постоянно в деле, Каниши понадобится много топлива. Он наливает 3 бочки, и через несколько минут они наконец начинают работать. Машина Каниши оказывается огромным преимуществом, потому что она может сделать за несколько минут то, на что обычно уходят часы. После целого дня работы Каниши готовит еду для своих друзей и предлагает немного Примуля. Она удивлена, что он может приготовить такую вкусную еду даже в лесу. И еда оказывается невероятно вкусной.
Каниши замечает, что звери наблюдают за едой издалека, поэтому он зовет их и предлагает присоединиться к ним и поесть. Но они не единственные, кто проголодался. Почти все рабочие голодают, потому что таверна, куда они обычно ходят, находится в городе, и дорога туда слишком дорогая. Увидев, в каком они положении, Примула чувствует себя виноватой и придумывает, как им помочь. Она просит у Каниши разрешения готовить для всех рабочих по его рецепту. Конечно, она все равно будет брать с них деньги за еду, но по справедливой цене, которую каждый может себе позволить. Рабочие с радостью набрасываются на еду, и работа превращается в настоящий праздник, к большому удовольствию Кэнон. Вечером Каниши устраивает для нее ванну и говорит, что она может ею воспользоваться. Кэнон удивлена, что он смог сделать ванну посреди леса. Когда Каниши собирается уходить, она внезапно хватает его за руку и требует, чтобы он тоже помылся. Каниши изо всех сил сопротивляется, потому что формально он женат на Примуле. Ему еще нужно заботиться об Анемоне, поэтому он не может поддаваться соблазну, когда захочет. Кенан, однако, восхищается тем, как Каниши ценит свою семью. Особенно потому, что ее собственная семья едва замечала ее существование. Родителей Кэнон, похоже, волновало только то, за кого она в итоге выйдет замуж. Каниши говорит, что это грустно, но поскольку его это не касается, он решает уйти из ванной, пока Кэнон снова не попыталась его соблазнить. На следующее утро Каниши просыпается рано, и первое, что он видит, это Кэнон, которая раздает еду рабочим. На мгновение он задумывается, что, может быть, было бы неплохо принять с ней ванну хотя бы раз. Но как только эта мысль приходит ему в голову, все девушки тут же обращают на него внимание, сразу понимая, о чем он думает. Каниши быстро объясняет, что он не стал бы спать с Кэнон, потому что она замужем, и он достаточно умен, чтобы избегать подобных драм. Кэнон прекрасно знает, что Каниши не хочет влюбляться в нее. Но впереди у них целый месяц, и она уверена, что рано или поздно он сдастся. Через некоторое время на стройку приходит женщина, чтобы пожаловаться, что никто из рабочих не ходит в таверну, где она готовит еду. Примула объясняет, что это потому, что она стала продавать еду по более низкой цене, и рабочим больше не нужно ходить в таверну. Она дает понять, что они потеряли клиентов не из-за того, что она их переманила, а из-за того, что они завышали цены. Если они хотят вернуть клиентов, им нужно быть честными в ценообразовании. После этого работа продолжается в обычном режиме, и когда деревья срублены, Каниши подъезжает на экскаваторе, чтобы собрать все бревна и мусор для хранения. Они постепенно продвигаются в работе над каналом, и к полудню наконец приезжают слуги Кэнон, что значительно увеличивает количество людей на стройке. С большим количеством рабочих возникает проблема с водой. Он мог бы купить ее в магазине, но это было бы слишком дорого. Поэтому он заключает сделку с людьми-кошками. Они рассказывают ему о ближайшем источнике, но добраться до него почти невозможно, если только ты не проворный как кошка. Итак, Каниши предлагает сделку. Он дает им алкоголь в обмен на воду. Зверолюди очень любят алкоголь, поэтому с радостью соглашаются. И вскоре проблема с водой у Каниши решена. Пока зверолюди наслаждаются выпивкой, Каниши объявляет, что идет спать. Но прежде чем он успевает уйти, очень пьяная Канона обнимает его и тащит в спальню. Через некоторое время Канона засыпает, и Каниши тихо выходит из гостевой комнаты и пытается вернуться в главный дом. Но ему преграждает путь Анемон, которая знает, что он только что сделал, и не пускает его. В итоге канал был построен в срок за 1 месяц и официально открыт на грандиозной церемонии, на которой присутствовала королевская семья. Каниши хотел было пропустить это мероприятие, но Канона настояла, чтобы он пришел. Во время церемонии Канан неожиданно попросил Каниши продемонстрировать уникальную магию, благодаря которой проект был реализован. Каниши пришлось подчиниться, и он решил воспользоваться моментом и вызвал свой экскаватор, чтобы показать небольшую демонстрацию. Все присутствующие были в восторге, когда Каниши ловко удерживал бревно на краю ковша экскаватора. Это было действительно впечатляюще. Когда церемония закончилась, Виконт Турберг подошел к Конану, пораженный тем, что маг, победивший Шагу, находится в Астранте. Он был уверен, что Канон потеряет свою землю и будет вынуждена покинуть страну. Но вместо этого она рассмеялась ему в лицо и сказала, что его шутка почти так же забавна, как его жалкое существование. Каниши наблюдает за их разговором и думает, что это обычное соперничество между дворянами, но Примула замечает кое-что более серьезное. В карете Турберга сидит старик, которого она сразу узнает.
Это тот самый человек, которого лишили титула в Далии, когда выяснилось, что именно он нанял Шагу, чтобы похитить ее. На следующий день Каниши встречается с Грэмом, мужем Конана, который хочет лично поблагодарить его за помощь в завершении проекта. Раньше он не особо интересовался управлением своей территорией. Но после того, как он чуть не потерял ее из-за сроков, он решил изменить свой подход. Кроме того, ему нужно обсудить с Каниши еще кое-что. Недавно он наткнулся на одну из книг с картинками, которые Каниши продавал некоторое время назад, и ему не терпится узнать, как Каниши их создавал. Каниши показывает Грэму весь процесс печати, и тот внимательно слушает, с восторгом впитывая каждую деталь. Когда Каниши заканчивает объяснять, как создаются картинки, они возвращаются к разговору, и Грэм говорит, что хочет нанять Примулу для управления финансами Острача. Примула рада такой возможности, но понимает, что ей будет сложно справиться одной. Поэтому она спрашивает Грэма, может ли она обратиться за помощью к своему отцу. Грэм знаком с Мэллоу из торговой компании Мэллоу, он знает, что тот влиятельный человек в Далии, и будет рад сотрудничеству с таким опытным торговцем. Но он не уверен, что это мудрое решение, ведь если он наладит отношения с одним из самых влиятельных торговцев Далии, то Тугум может что-то предпринять. В последнее время Каниши много слышал о Тугелуме, поэтому он спрашивает, почему Грэм просто не выгонит Тугелума из Астии, учитывая, что он явно его недолюбливает. Грэм немного смущается, но признается, что в их нынешнем финансовом положении они не могут позволить себе содержать рыцарский орден. Поэтому, если бы им пришлось сражаться с Тугелумом и его армией, они бы точно проиграли. Однако Канон уверяет мужа, что у них есть шанс победить, потому что у них есть Каниши и его магическая машина. Она уверена, что Каниши согласится помочь им. Теперь он для нее как друг. Каниши не в восторге от того, что его постоянно втягивают в неприятности, но, учитывая серьезность ситуации, он соглашается помочь в сражении с Тугелумом, если до этого дойдет. Позже той же ночью Каниши и остальные возвращаются на свое обычное место, и он восстанавливает их дом до первоначального вида. Они также получили высокий защитный гримуар, который обещал Канон. Это значит, что Анимон скоро сможет выучить заклинания. Но пока все отдыхают, купаясь под звездами. Тем временем в королевском дворце принцесса Лилит решает навестить свою мать, пока та на работе, узнав, что что-то случилось. Королева сообщает ей, что Виконту неожиданно удалось закончить строительство канала раньше срока. Это даже забавно, учитывая, что до этого она постоянно получала письма от Тунбергии, в которых он требовал лишить Виконта Астию титула и земель за некомпетентность. Очевидно, Тунбергия просто хотел заполучить Астию. Но если бы Виконт действительно не справился со своими обязанностями, королеве пришлось бы его наказать. К счастью, появился очень опытный человек, который помог ему закончить строительство в рекордно короткие сроки. Этим человеком был никто иной, как наш парень Каниши, у которого уже есть внушительный список достижений. Поэтому принцесса решила, что в конце концов можно будет присвоить ему титул Священной Ночи. Тем временем Каниши все еще отдыхает в бане, когда Ниамна говорит о том, что Анимон обладает невероятной магией. Каниши предполагает, что Анимон, скорее всего, унаследовала магические способности от своей матери. Поэтому он решает спросить у Анимон, знает ли она что-нибудь о своей маме. Анимон отвечает, что ее имя дала ей мама. Но больше она ничего не знает. На следующий день Каниши приводит Анимон в магазин магии, чтобы официально зарегистрировать ее новый гримуар с высокой защитой. Как только с этим разобрались, Анимон сразу же направляется в угол и начинает читать свой новый гримуар. Пока она этим занимается, Каниши спрашивает у бабушки, знает ли она что-нибудь о женщине, которая умерла на улице около 10 лет назад. Он надеется узнать что-нибудь о матери Анимон, которая, скорее всего, была могущественной волшебницей. Бабушка не уверена, есть ли какая-то связь между Анимон и этой женщиной. Но она помнит, что слышала о знаменитой волшебнице по имени Серебряная Армерия, которая исчезла около 10 лет назад. И оказывается, что гримуар с высокой защитой, который только что получила Анимон, когда-то принадлежал Армерии. Поэтому Каниши начинает подозревать, что между ними есть какая-то связь. Чуть позже, когда они возвращаются домой, Анимон вдруг решает попробовать воспользоваться гримуаром. Она опускается на колени и начинает читать заклинания высшей защиты. У нее неплохо получается, учитывая, что это ее первая попытка. Но как только защитный барьер начинает формироваться, он тут же исчезает. Сразу после этого Анимон сворачивается на земле от боли, и Каниши думает, что это из-за неудачного заклинания.
Но Майли говорит Канише, что от Анимон теперь пахнет как от женщины, значит, у нее начались первые месячные. Через несколько часов после того, как подействовали обезболивающие, Анимон радуется, что боль в животе прошла. На следующий день Каниши видит, что к его дому подъезжает карета, и, к его удивлению, в ней сидит отец Примулы, Мальва. В любом случае, он здесь не только для того, чтобы увидеть Примулу, но и чтобы обсудить, как они собираются избавиться от Фагалама. Но прежде чем они приступят к этому, Каниши хочет обсудить с Мальва кое-что важное. Он уже давно называет Примулу своей женой, но он так и не попросил ее руки официально. Теперь он хочет сделать это официально. Примула живет с Канишей уже несколько месяцев, но она все еще очень взволнована этим. Мальва и мечтать не мог о лучшем зяте. В тот вечер они устроили большой праздник в честь официальной свадьбы Каниши и Примулы. Что касается планов по борьбе с Фагаламом, они решили создать кампанию, чтобы полностью вытеснить его с рынка. На следующий день к Канише приезжает еще одна карета, на этот раз с Норсепой, которая ищет Примулу. Но он был потрясен, узнав, что она уже замужем за Каниши. Дело в том, что Норсепа сделал ей предложение некоторое время назад, но Примула бросила его и уехала из страны. Он приехал в надежде, что она передумает насчет свадьбы, но из уважения к Канише решил больше не настаивать. Тем временем в городе Тагалум узнал, что Мальвония открыла магазин в Истрании, и понял, что это может навредить его бизнесу. Позже, в тот же день, Каниши и вся его группа приезжают на рынок вместе с Виконтом Каноном. Канон пытается убедить мужа построить дорогу, ведущую к дому Каниши, чтобы она могла чаще приезжать. Но Каниши говорит, что пока это будет пустой тратой денег. Он просит ее остаться в карете с Мальвонией и Примулой, пока он и остальные разберутся с людьми Тагалума. Затем Каниши направляется в один из магазинов Филгалума, где к нему сразу же подходит продавец. Каниши, не теряя времени, вызывает гигантского паука прямо посреди магазина. Шум и суматоха привлекают внимание Тагалума, и он выходит с несколькими вооруженными людьми, чтобы разобраться с ситуацией. Как только Каниши замечает его, он представляется магом и заявляет, что пришел, чтобы отомстить за все, что Тагалум сделал Примуле. Но Тагалум не видит в Канише угрозы, поэтому приказывает своим людям атаковать. Но они не хотят идти против Каниши, и не зря, ведь он просто вызвал гигантского паука. Тагуму в конце концов удается убедить своих людей, что Кесиши, вероятно, просто наткнулся на тело паука в лесу и использует его, чтобы избежать драки. Но Кесиши пришел не один, а со всем своим отрядом. И Норсбол готов вонзить свой меч прямо в задницу врага. Тагум быстро понимает, что все будет сложнее, чем он ожидал. Но он по-прежнему уверен в себе, ведь его людей намного больше, чем союзников Кесиши. Но внезапно в бой вступает Вэл. И поскольку рыси считаются божественными посланниками бога кошачьего народа, никто из кошачьего народа больше не хочет сражаться. Они тут же бросают оружие и уходят. Теперь, когда численное преимущество на стороне Тагума, он убегает в свое убежище. Кесиши и остальные следуют за ним внутрь. Но оказывается, что это было частью плана Тагума, потому что внутри его ждали еще больше солдат, и это были люди-собаки, так что они без проблем вступили в бой с котами. Вожак людей-собак бросается на Кесиши, но Норспа вовремя приходит на помощь и спасает его, разжигая полномасштабную битву. Найма и Майли бросаются в бой с оружием, и поскольку они ненавидят собак, они готовы убивать. Тем временем Норсбол все еще сражается с главарем бандитов, но тот оказывается застигнут врасплох, когда в него летит кинжал. К счастью, Вэл приходит ему на помощь, позволяя ему прийти в себя и снова вступить в бой, разрубив человека собаку пополам. Затем Каниши достает свой экскаватор и начинает разрушать комплекс Тугалума, нанося как можно больше ущерба и, вероятно, убивая нескольких человек. Тугалум понимает, что проигрывает, и пытается сбежать из своего убежища. Но Каниши преследует его и вызывает еще более мощную машину, чтобы уничтожить все здание раз и навсегда. Однако Малоу вмешивается и говорит ему остановиться, потому что он планирует переехать сюда, как только компания Малоу откроет здесь свой офис. Каниши соглашается прекратить, но Фагеллум начинает кричать, что Каниши не удастся выйти сухим из воды. Но Каниши возражает, объясняя, что они уже добились своего, потому что, хотя Каниши и начал драку, первыми обнажили мечи люди Тугалума.
По совпадению, сегодня Канише было поручено сопровождать Виконта, а это значит, что любое нападение на него можно было бы расценить как покушение на жизнь Виконта. Конечно, это все выдумка, но Каниши пользуется поддержкой Виконта, и ему достаточно одного слова, чтобы Тугалума посадили в тюрьму за покушение на убийство. Теперь у Тугалума нет выбора, кроме как подчиниться требованиям Виконта, поэтому он приказывает ему немедленно уехать из Астрачи и никогда больше не возвращаться. Собирая немногочисленные вещи, которые ему разрешили взять, Тугалум садится в карету со своей семьей и с честью признает свое поражение. Но он считает, что проиграл только потому, что на их стороне был Каниши. Он также понимает, что все недавние успехи Малоу в продаже редких брошей в Далии тоже были связаны с Каниши. С этими словами он поздравляет его с приобретением такого ценного партнера. Но он напоминает ему, что у него все еще есть враги. Например, тот, кто заплатил за похищение Примулы. Так что ему лучше быть осторожным. И это не последний раз, когда они слышат о Тугалуме. В этот момент подъезжает карета, и в ней письмо, адресованное Виконту. Послание пришло прямо из королевского дворца. В нем говорится, что Виконту нужно как можно скорее явиться в столицу на аудиенцию с королем. Поскольку это королевский указ, они не могут отказаться, но никто не знает, зачем королевской семье понадобилось встречаться с Каниши. Фагалум, подслушав разговор, разражается маниакальным смехом и говорит Канише, что если он будет так выделяться, то рано или поздно у него будут проблемы. Когда Тугалум уезжает, Каниши начинает думать о том, что он сказал про похищение Примулы. Теперь, когда он об этом задумался, он пытается понять, что могло быть причиной. Ясно, что похищение организовал Шага, потому что ему заплатил какой-то дворянин. Сначала Каниши думал, что это был какой-то дворянин, который влюбился в Примулу или что-то в этом роде. Но, возможно, дело не только в этом. Тунберг мог использовать свое влияние, чтобы замять это дело. Но есть вероятность, что в похищении замешана компания по производству специй. Они, вероятно, пытались навредить компании Малоу из зависти к его успеху в продаже продукции Каниши. И если все действительно так, то это значит, что Каниши отчасти виноват в том, что Примулу похитили. В тот вечер Каша садится с Примулой и Мальвой, чтобы поговорить, и сообщает им, что пока не будет продавать им товары. Он излагает свою теорию о том, что Мальва стал мишенью, потому что у него есть доступ к эксклюзивным товарам, и Каша не хочет, чтобы у него были из-за этого проблемы. Кроме того, поскольку Мальву вызвали во дворец, он не знает, с какими трудностями тот может столкнуться, поэтому он предпочитает не втягивать Мальву в возможные неприятности. Однако Примула говорит Каше, что он ошибается в одном. Не он создает им проблемы. Это просто риск, который сопутствует прибыльному бизнесу. Каши возражает, напоминая ей, что она чуть не погибла из-за этих самых рисков. Но Примула готова с этим смириться. Она уже решила поддержать Канешу. Учитывая его силу, неудивительно, что королевская семья обратила на него внимание. Что бы ни случилось, она хочет поддерживать его во всем. На следующий день семья Крутона наконец-то готова переехать в земли Норсбол, поэтому Анимон прощается с ними и садится в карету. Когда все готово, Канеша собирает свои вещи. Сначала он хотел проигнорировать королевский вызов и сбежать, но это создало бы кучу проблем для Виконта. В конце концов, он решает отправиться в королевскую столицу на своей повозке в сопровождении семьи. Вскоре они добираются до столицы, и хотя она выглядит очень красиво, дороги там невероятно запутанные, и Канеша по пути теряется. В конце концов, он натыкается на отряд стражников, охраняющих замок, и показывает им письмо, которое получил от короля. Примерно через час стражники возвращаются и приводят с собой принцессу. Она очень рада наконец-то встретиться с известным Каниси. Но прошло всего 2 недели с тех пор, как они отправили ему письмо, и все удивлены, что он так быстро приехал. Советники принцессы просят его объяснить, как он добрался сюда. Каниси говорит, что просто приехал на своем механическом звере. Услышав это, принцесса тут же просит показать ей зверя. Каниси соглашается и вызывает свой джип. Он выглядит даже более впечатляюще, чем представляла себе принцесса. Она с восторгом просит Каниси прокатить ее. Он соглашается, но предупреждает, что не стоит так безрассудно садиться в незнакомое транспортное средство. Что бы она делала, если бы он решил похитить ее, пока она была внутри? Удивительно, но принцессе эта идея кажется забавной, и она говорит, что он может ее похитить, если захочет.
Но Канеси не собирается становиться преступником, поэтому просто отвозит ее обратно к воротам замка. Когда принцесса выходит из машины, ее советники начинают ругать ее за то, что она села в незнакомое магическое транспортное средство. Если бы с ней что-то случилось, король казнил бы их всех. Они умоляют ее быть осторожнее. Но принцесса говорит, что если им не нравится, как она себя ведет, они могут уйти. Лилит очень понравилась Канеси. Она разрешает ему называть ее по имени, и поскольку он был таким приятным собеседником, предлагает ему любую награду, какую он захочет. Подумав немного, Каниши спрашивает, можно ли ему разбить лагерь на небольшой части сада. Лилит находит эту просьбу немного странной, ведь он мог бы просто остаться в гостевых покоях замка. Но он объясняет, что в его семье есть зверолюди, а большинство мест не разрешает им находиться внутри. Поэтому он хочет разбить лагерь снаружи, где они смогут жить все вместе. Понимая его, принцесса соглашается, чтобы он остался в саду. Поскольку Каниши приехал раньше запланированного, может пройти несколько месяцев, прежде чем король сможет с ним встретиться. Каниши и его группу проводят в ту часть сада, где они будут жить. Как только он призывает свой дом, Лилит приходит в восторг и бежит внутрь, чтобы его осмотреть. Каниши идет за ней и пытается уговорить ее вернуться. Но Лилит уже все решила, она говорит, что хочет остаться здесь. Ее советники возражают, что она заходит слишком далеко. Каниши даже спрашивает, уверена ли она в этом, напоминая, что он не может предложить ей много в плане гостеприимства. Но Лилит говорит, что ей вполне достаточно просто остаться здесь, и больше ей ничего от него не нужно. Если Лилит действительно хочет остаться, Каниши не видит причин ее останавливать. Поэтому он продолжает обустраивать дом и добавляет вторую комнату. Осталось только построить ванную. Каниши вызывает свой бульдозер и готовится начать копать. Но внезапно Лилит забирается к нему на колени. Она много слышала об этой машине и хочет посмотреть, как она работает. Каниши не видит причин отказывать, поэтому он, как обычно, управляет бульдозером, а когда работа закончена, аккуратно достает принцессу. Но не успевает она выйти, как ее рыцарь вдруг выхватывает меч и кричит на Канеши за то, что тот посмел обращаться с принцессой так фамильярно. Не раздумывая, рыцарь бросается вперед, давая понять, что он намерен убить Канеши. Канеши быстро создает щит, чтобы отразить удар, и достает арбалет для ответной атаки. Рыцарь отпрыгивает назад, чтобы увернуться от выстрела. Но Анимон не собирается оставлять его безнаказанным после нападения на Канеши. Она бросает в него огненный шар. Но тут вмешивается королевский маг и блокирует пламя, но Анимон уже готовится к новой атаке. Однако, прежде чем ситуация обострится, Лилит быстро встает между ними и требует прекратить драку. Она искренне удивлена, что Анимон владеет магией в таком юном возрасте, поэтому представляется и спрашивает, какими еще заклинаниями она владеет. Анимон небрежно упоминает, что может использовать магию взрыва, что имеет серьезное значение, потому что если бы она использовала ее раньше, эти двое уже были бы мертвы. Позже вечером Канеши готовит ужин. Принцесса и ее служанки с удовольствием вдыхают аромат. Но она не знает, что это за белые зерна, и спрашивает, как они называются. Канеши говорит, что это рис, и предлагает ей вместо этого хлеб, если она не хочет попробовать. Но она говорит, что с удовольствием съест рис. Когда ужин готов, Канеши подает ей тарелку риса с карри. И она сразу же в восторге. Она спрашивает, часто ли обычные люди едят такую вкусную еду, ведь она никогда раньше ничего подобного не пробовала. Но Канеши объясняет, что обычным людям почти невозможно достать специи, потому что их цена постоянно растет. Лилит уже знакома с этим синдикатом, они уже давно доставляют ей неприятности. Она спрашивает Каниши, какие специи были использованы в блюде, но он признается, что не знает. Он говорит, что сам не готовил это блюдо, но он может дать ей баночку со специями, чтобы она могла попробовать приготовить его позже. Принцессе нравится ложка и тарелка, которые Каниши дал ей, чтобы она могла поесть, и она спрашивает, можно ли их купить. Каниши соглашается, но сначала должен спросить у Примулы. Он объясняет, что обычно он продавал бы тарелку за 20 золотых, а ложку за 10 золотых, но поскольку это принцесса, он может продать тарелку за 20 золотых, а ложку за 10 золотых. Он говорит Лилит, что общая сумма составит 40 золотых за тарелку и ложку. Удивленная Лилит считает, что это справедливая цена, и с энтузиазмом говорит, что хочет их купить. Каниши с радостью отдает ей посуду, и Лилит слегка удивляется, что не поверила ему, когда он сказал, что он торговец.
Теперь, убедившись в этом, она наклоняется к нему с озорной улыбкой и спрашивает, не занимается ли он чем-то незаконным. Каниши не подтверждает и не отрицает это, но и не соглашается продать ей что-то незаконное. Тем временем, пока они разговаривали, Анимону все больше и больше раздражало, как мило общались Каниши и Лилит. Не в силах больше сдерживаться, она решительно встала между ними. Лилит была удивлена ревностью Анимоны. Она думала, что Анимона — настоящая дочь Каниши. Хотя Каниши и считал Анимону своей дочерью во всех смыслах, они не были связаны кровными узами. Позже, той же ночью, Каниши позволил Лилит принять ванну, а сам держался на расстоянии, не желая снова оказаться в опасной ситуации. Ему также было неловко спать в одной комнате с принцессой, поэтому он решил, что Примула и Анимона останутся с Лилит, а сам устроится на ночлег с Наимой и Майли. Однако ночью Наяма и Майли внезапно проснулись, почувствовав что-то необычное, исходящее из замка. На следующее утро Каниши проснулся рано, а через несколько минут проснулась и Лилит. Она сразу же позвала служанок, чтобы они помогли ей одеться и начать день. В последующие дни Лилит продолжала просить Каниши о разных услугах, в том числе и о том, чтобы он разобрался с крысами в замке. Каниши спустился в туннели, вооружившись огромным запасом крысиного яда, и в итоге убил больше 1000 крыс за один раз. В другой день Лилит устроила аукцион по продаже трупа гигантского паука, который хранился в инвентаре Каши. А позже попросила Каши притвориться, что он ее похитил, чтобы проверить, сможет ли он это сделать. Каши поднял ее и взобрался на стену замка, доказав, что он легко мог бы сбежать с Лилит, если бы захотел. На следующий день Лилит решила, что хочет угостить Касси чем-то особенным, и попросила своих королевских поваров приготовить для него блюдо с карри. Несмотря на необычный зеленый цвет, вкус был превосходным, и Касси похвалил поваров за то, что они смогли воссоздать специи для карри. Внезапно Лилит спросила, есть ли у Касси в инвентаре какие-нибудь экзотические продукты, которые ее повара не смогли бы приготовить. Касси воспринял это как вызов и тут же достал из своего инвентаря коробку с изысканным шоколадом. Принцесса попробовала кусочек и удивилась, насколько он сладкий, поэтому дала попробовать его своему шеф-повару Сэндбэгу и спросила, сможет ли он приготовить такой же. Сэндбэг попробовал шоколад и признался, что с его нынешними навыками он никогда не сможет приготовить что-то подобное. На следующий день Лилит отправилась навестить Касси, как только закончила свои королевские дела. Во время ужина Наяма и Майли вдруг снова почувствовали присутствие чего-то странного. Служанки выглядели очень встревоженными, и Лилит объяснила, что в замке давно ходят слухи о привидениях. Учитывая, сколько жизней было потеряно, защищая королевскую семью, и сколько из этих погибших, вероятно, умерли с чувством обиды. Неудивительно, что в этих стенах остались хотя бы несколько мстительных духов. Служанки были очень напуганы. Сама Лилит не особо беспокоилась о призраках. Но, видя, как напуганы служанки, она решила спросить Касси, знает ли он, как избавиться от них. Каниши соглашается, но только при условии, что Найма, Майли и его рысь Каракал будут допущены в замок, так как только они способны почувствовать призрака. Лилит принимает его условия. Но даже после этого у Каниши нет ни малейшего представления, как ему сражаться с призраком. Он покупает распылитель и наполняет его святой водой. Когда они проходят по коридорам, Найма и Майли указывают на угол и говорят Каниши, что чувствуют там что-то. Он опрыскивает это место святой водой, и они говорят ему, что призрак исчез. Теперь, когда с этим местом разобрались, Лилит ведет Каниши в комнату служанок, так как они утверждают, что там тоже есть призрак. Когда Найма и Майли указывают на точное место, где находится призрак, Каниши опрыскивает его, и в этот момент все служанки говорят, что больше не чувствуют присутствия призрака. Каниши не совсем уверен, действительно ли он изгоняет призраков, или это просто эффект плацебо. Но он продолжает ходить по замку, опрыскивая святой водой все места, куда его направляют девушки. Последнее место — спальня королевы. Она говорит, что плохо спит. Каниши немного неловко находиться в личных покоях королевы. Но так как Лилит уверяет его, что все в порядке, он продолжает обряд экзорцизма. Вэл продолжает смотреть на вазу на столе. Каниши берет ее и пытается опрыскать, но ничего не происходит. Затем он предлагает королеве убрать вазу, так как он не может изгнать из нее духа.
Лилит благодарит Каниси за помощь и в награду разрешает ему брать любые книги из библиотеки, хотя выносить их за пределы библиотеки строго запрещено. Каниси не собирается их красть. Вместо этого он сделает копии каждой книги. Он достает ксерокс и начинает сканировать каждую страницу книги, чтобы потом изучить ее. Через 4 часа они успешно скопировали около 35 книг. Уже поздно, и Канеси с Лилит наконец-то уходят из библиотеки. Но как только они выходят на улицу, их ждет служанка. Она должна убедиться, что ни одна из книг, которые очень ценны, не была украдена. Она начинает проверять каждую полку. Убедившись, что все книги на месте, она разрешает Канеси и Лилит уйти. Позже той же ночью Канеси вызывают в отдельную комнату к принцессе и одной из ее служанок. Принцесса говорит, что хочет наградить его и что он может делать с Малин все, что захочет. Сначала Канеси отказывается, объясняя, что у него уже есть жена. Но Лилит быстро напоминает ему, что никто не узнает. Канеси соглашается, даже не обращая внимания на то, что Лилит сидит и смотрит, как он ласкает ее личную служанку. Они приходят во дворец, где публика смотрит на них свысока, считая, что Канеси не похож на мага. Они также думают, что король слишком мягок, потому что разрешил зверям и животным войти в зал для аудиенций. Канеси наблюдает за королевской семьей и чувствует враждебность со стороны королевы. Он представляется магом с границы и говорит, что его вызвал король. Королевский слуга сообщает ему, что король хочет посмотреть на его боевые навыки. Поэтому он должен сразиться с придворным магом Мелиссой. Каниши наконец понимает, почему король собрал столько знати при дворе. Мелисса говорит ему, что согласилась сразиться с ним только потому, что ей сказали, что ее противник – впечатляющий маг с границы. Но она удивлена, потому что он выглядит довольно обычно и считает его глупым, потому что он даже привел с собой семью. Она советует ему бежать и вызывает малого дракона, что шокирует всех. Но Каниши вызывает гигантского экскаватора, чем удивляет ее. Она думает, что он больше по размеру и не сможет сравниться с ее драконом. Каниши садится в экскаватор, и она готовится атаковать его своим драконом, что беспокоит Лилит. Но он легко уклоняется от атаки. Однако это приводит к гибели нескольких зрителей. Но, к удивлению, никто не обращает на это внимания, и Каниши задается вопросом, что с ними не так. Найма и Майли предлагают помочь Каниши и нападают на дракона, но не могут нанести ему серьезного урона. Каниши использует эту возможность, чтобы схватить и ударить дракона. Но он понимает, что этого недостаточно, чтобы убить его. Анимон говорит ему, что она сама с ним разберется. Она использует свою магию, чтобы атаковать его, но, к сожалению, это тоже не работает. Дракон бьет экскаватор хвостом, и Каниши теряет контроль над машиной, открывая ее для всевозможных атак. Дракон пытается их сжечь, но, к счастью, Анимон использует магию высшей защиты, которая спасает их и впечатляет всех. Нина и Майли снова нападают на дракона. На этот раз Нине удается попасть стрелой ему в глаз, и дракон теряет зрение. Он начинает стрелять огнем во все стороны, подвергая всех опасности. Дракон бросается на экскаватор и с силой отталкивает его, и все думают, что битва практически окончена, и Мелисса легко победит. Но Анимон снова всех удивляет, когда создает голема с помощью магии. Но вместо полноценного голема она создает только руку, что всех разочаровывает. Но, к удивлению, ей все же удается схватить дракона и отбросить его, как будто он ничего не весит. Каниши понимает, что этого недостаточно, чтобы победить дракона, но думает, что это дает ему шанс использовать свой последний прием. Он начинает вращать экскаватор, несколько раз ударяя дракона, и в конце наносит сильный удар, который кажется невероятным. Все поражены их победой, и Каниши благодарит Анимон за помощь. Но он замечает, что она ранена и истощена от использования всей своей маны. Он достает громкоговоритель и благодарит его величество за приглашение на такое замечательное представление в королевской ложе. Но он злится, потому что из-за этого его семья оказалась в опасности. Он говорит, что использует своего могущественного призванного зверя, чтобы разрушить весь зал и сбежать. А потом он использует всю свою силу, чтобы уничтожить эту страну. Они думают, что он слишком самоуверен после победы над маленьким драконом. И даже сам Каниши понимает, что зашел слишком далеко. Примула зовет его сзади. Он извиняется за свою вспыльчивость, ведь из-за этого они все оказались в опасности. Но она напоминает ему, что пойдет за ним, что бы он ни решил. Наивно говорит, что люди из племени зверя тянутся к сильным мужчинам. А Эмилия напоминает ему о его обещании отправиться вместе с ней на поиски приключений.
Канеши благодарен им за поддержку, но говорит, что если они сейчас сбегут, то никогда больше не смогут жить спокойно. Он боится, что это может навредить Мальвонии и остальным. Она уверяет его, что ни она, ни ее отец не будут винить его, если с ней или с торговой компанией что-то случится. Внезапно появляется принцесса Лилит со своей стражей и говорит, что понимает, как он зол, ведь его семья была в опасности. Но если он сбежит, то откажется от мирной жизни, к которой стремится, и тогда даже дворяне начнут его ненавидеть. Она говорит, что у нее есть идея, как решить эту проблему, и он спрашивает, какая. Она говорит, что он может жениться на ней, но он быстро отказывается, разбивая ей сердце, ведь она думала, что он хотя бы об этом подумает. Он говорит, что не хочет быть пешкой в играх королевской семьи. Тогда Лилит просит его о небольшой услуге, как у юной девушки. Он спрашивает, что ей нужно. Она говорит, что скоро у нее день рождения, и он должен подарить ей подарок. Она говорит, что если подарок ей понравится, она попросит отца простить его и выдать документ, в котором будет сказано, что они не держат на него зла. Он понимает, что она хочет получить от него подарок, которого нет ни у кого из знати. Она говорит, что удивить ее драгоценностями будет почти невозможно. Но он воспринимает это как вызов и начинает думать, что бы ей подарить. Примула говорит, что все его изделия прекрасны, потому что он вкладывает в них много мастерства. Но больше всего ее удивляет, что он может создавать вещи, которые выглядят абсолютно одинаково, по размеру и форме, и она предлагает ему подарить ей что-то похожее. Каниши дарит Лилит красивое жемчужное ожерелье, и она потрясена. Он спрашивает, видела ли она когда-нибудь жемчужное ожерелье. Она отвечает, что видела, но не с такими большими бусинами, и чтобы они были одинакового цвета и формы. Она очень счастлива и показывает ожерелье отцу. Но королева чувствует себя очень ревниво. Лилит протягивает ему документ, в котором говорится, что он официально прощен за все свои ошибки. Он благодарит ее. Он думает, что, хотя это и не идеальный сценарий, он рад, что они смогли достичь мира. Внезапно появляется королева, и он понимает, что она еще страшнее, чем тот дракон, с которым он сражался раньше. Она спрашивает, есть ли у него что-нибудь для нее. Он вспоминает, что это подарок на день рождения Лилит. Она говорит, что ее день рождения тоже скоро. Он вспоминает, что Лилит говорила, что ее мать может быть настоящим кошмаром, когда злится. Он извиняется перед ней и дарит ей жемчужное ожерелье. Она очень рада. Она говорит, что не может принять такой подарок просто так. И дает ему ключ от своей спальни. Каниши задается вопросом, все ли дворяне в их мире считают, что если они не могут что-то купить за деньги, то могут предложить взамен свое тело. Он замечает, что королю это не нравится, а Лилит считает, что королеве не стоит шутить с ним. И он с ней соглашается. Но королева просит называть ее по имени, как он называет Лилит. Он оправдывается тем, что они только что познакомились. Поэтому он спрашивает ее имя, и она говорит, что ее зовут Амара. Каниши спрашивает, есть ли у нее во дворце старая ненужная мебель, и она отвечает, что есть. Но она не понимает, зачем ему это нужно. Каниши говорит, что предпочел бы забрать эту вазу. Они заходят в королевскую кладовую, и Каниши поражен, насколько там все ценное. Но леди Амара просит его взять стол, который принадлежал ей в детстве, и напоминает ей о тех тяжелых временах, которые она хочет забыть. Он берет стол, и, видя, как легко он это сделал, она в шутку спрашивает, может ли он забрать ее с собой, что кажется Лилит безумием. Каниши думает, что это настоящая антикварная мебель, которой пользовалась королевская семья, и в его мире она бы хранилась в каком-нибудь музее. Они проходят мимо вазы, и она говорит, что благодаря ему теперь спокойно спит. Он рад это слышать и спрашивает, уверена ли она, что именно из-за вазы у нее были проблемы со сном. Она признается, что когда они допросили дворянина, который подарил ей вазу, он признался, что знал, что она проклята, но все равно подарил ее. Каниши удивляется, зачем кому-то понадобилось это делать, и она объясняет, что это было сделано, чтобы убить ее. Она говорит, что тот, кто хотел ее убить, был одним из тех, кого убил дракон во время их битвы. Он спрашивает, сделала ли она это специально, чтобы отомстить, но она отвечает, что это просто совпадение, что люди погибли из-за драконьего пламени. Она говорит, что этот человек был из антикоролевской фракции, которая выступает против их правления. И добавляет, что в последнее время действия Тунбриджи доставляют много проблем. Она говорит, что он самый низкий по рангу в антикоролевской фракции. И слышала, что он пытается захватить соседнюю Астию, посылая туда своего приспешника, торговца оружием Тхангалона. Она говорит, что у антикоролевской фракции тоже есть множество головорезов и бандитов в качестве пешек. И помимо Астарчи, они также пытаются захватить Далию. Она знает, что это он победил бандитов, которые прятались в старом замке недалеко от Далии.
Он удивлен ее осведомленностью, но она говорит, что хороший правитель всегда должен быть в курсе событий. Она говорит, что благодаря этому инциденту им удалось замедлить расширение антикоролевской фракции. Так что они благодарны ему. Но она кажется ему очень страшной. Тем временем Мелисса спрашивает Анимону, где она научилась использовать это мощное защитное заклинание, и та отвечает, что узнала его из гримуара, который, как она думает, принадлежал некой Армерии, что шокирует Мелиссу. Анимона спрашивает, знала ли она ее. Она говорит, что Армерия была известной ведьмой, и спрашивает Анимону о ее матери. Но она мало что о ней знает, и все, что ей известно, это то, что она умерла. Мелисса читает сообщение, написанное в книге. И мы узнаем, что гримуар достался Анимоне от ее матери. Поэтому Мелисса говорит ей, что нужно беречь книгу, ведь это память о матери. Она уходит, сказав, что однажды вернется и больше не проиграет в следующий раз, когда они будут сражаться. Через несколько дней Каниши получил в награду землю в Блейкфронте. Поскольку земля была ему дарована, он больше не мог оставаться простолюдином. Поэтому король пожаловал ему титул барона, сделав его одним из дворян королевства. Он также купил фургон, так как их группа увеличилась после того, как леди Лилит пригрозила покинуть королевскую семью, если ей не разрешат сопровождать Каниши. Король разрешил ей поехать с ними под предлогом, что она будет присматривать за ним. Она объяснила, что не может позволить такому могущественному магу присоединиться к антикоролевской фракции, поэтому ей нужно за ним присматривать. Малин тоже присоединилась к ним, так как она служит фрейлиной принцессы. Фау удивлен, увидев фургон, и когда он узнает, что Каниши стал дворянином, он извиняется за свою грубость, но говорит, что все в порядке. Позже, тем же вечером, все сидят за столом и ужинают. Лилит спрашивает Каниши, что они едят, майонез. Теперь, когда она об этом упомянула, Каниши вдруг вспоминает, что слышал о магии из другой империи, который тоже изобрел майонез, и задается вопросом, когда же он наконец встретит этого парня. На этом аниме закончилось. Посмотрите следующее видео на экране и подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.